Приветики! Я не так часто делаю обзоры на игры, но вот наконец-то у меня дошли руки до одной из моих любимейших игр, которой всегда найдется место в пантеоне всяких Драгонак и Mass Effect'ов. И говорю я сейчас про Мор Утопию 2005 года. Лично я считаю в этой игре гениальным абсолютно все. Ее кривой графон, поломанную боевку и безумный сюжет, заигрывающий с четвертой стеной. И сегодня я расскажу вам об оригинальной игре и сделаю несколько отсылок на ремейки, которые уже существуют или скоро будут существовать. Но для начала вступление. Немного подробнее расскажу вам про то, что меня связывает с данной игрой. У нас с ней довольно длительный совместный путь, практически как у семейной пары. Игра Мор Утопия имеет для меня абсолютно особенный смысл, потому что каждый раз ее прохождение или просмотр прохождений выпадал у меня на интересные моменты моей жизни. А надо сказать, что в моей жизни не так много интересных моментов. И начнем с того, что в детстве я очень много болела, и впервые посмотрела прохождение этой игры именно в тот период, в классе в 6-7, когда я просто не вылезала из поликлиник. И тематика борьбы с болезнью нашла у меня очень живой отклик, хотя, в общем-то, сюжет как таковой я тогда не очень поняла. Я представляла, что внутри меня находится точно такой же город, в котором бушует эпидемия, и разные внешние средства, будь то антибиотики или нетрадиционная медицина, боролись каждый, кто как мог с этим недугом. Да, я была ребенком с очень богатой фантазией и с отсутствием друзей. Потом я прошла один из сценариев уже в 10 классе, когда мне необходимо было выбирать, какой предмет сдавать на ЕГЭ. И я не знала, куда я вообще хочу поступать, и методом тыка выбрала психологию, и оказалось, что туда нужно сдавать биологию, которую я практически полностью несколько лет в школе проболела, и мне предстояло выучить ее практически с нуля. Не знаю, что тогда, на тот период в игре так сильно мне откликнулось, но я так ответственно зубрила эту биологию, как будто бы от того, выучу я цикл размножения папоротников или нет, зависит судьба человечества. Мы в дерьме! Мы в дерьме! На 4 курсе в университете мне необходимо было выбрать тему курсовой, с которой мне придется двигаться аж до диплома. И вот тогда я впервые целиком прошла оригинальную игру, и сценарий за бакалавра сподвиг меня на экзистенциальный бурлёж. Я задумалась о том, что вообще-то вопросы жизни и смерти меня тоже пипец как интересуют. И если добиться бессмертия для человечества у меня не выйдет, и, скорее всего, ни у кого не выйдет, то как минимум предотвратить скоропостижную гибель некоторых людей у меня может получиться. И таким образом зародился мой интерес к суицидологии, которой я по-прежнему продолжаю заниматься. Настолько глубоко погрузилась в эту тему, что даже сейчас пишу кандидатскую, вернее, лежу в сторону написания кандидатской, но лежу очень уверенно. Все думают, что я шутить, но потом я и правда попасть в это балакмеза. Я стать кандидат ебучих наук. И поэтому, если вы меня знаете, и даже если не знаете, сейчас узнаете, то вы догадываетесь, что сейчас произойдет. А именно, я попрошу вас поучаствовать в своем исследовании. Вот QR-код на экране, и в ссылке в описании тоже он есть. Если вам до 30 лет, то вы можете поучаствовать в этом исследовании, если раньше никогда не участвовали в нем. Я уже несколько раз просто оставляла ссылки на это исследование. Там будут подниматься вопросы отношения к смерти, отношения к боли, поэтому если вдруг это какой-то триггер, то тогда не надо. Если не триггер, то тогда добро пожаловать, вы внесете вклад в науку, Родина вас не забудет. Естественно. Далее, во время пандемии я начала проходить ремейк 2019 года. Ну и тут все понятно, вокруг творится полный хаос, абсолютный сюр и дереализация в реальном мире, которую я дополнила таким же сюром и дереализацией в игре. Из эпидемии, на которую я никак не могла повлиять, я погрузилась в эпидемию, которую я хоть как-то могла победить. Здорово, правда?
И также на данный момент это единственная франшиза, которая побуждает меня к творчеству, потому что я вообще-то не очень творческий человек, я больше ремесленник. Но иногда меня тянет что-нибудь порисовать. И большая часть рисунков, которые я когда-либо делала, всегда были вдохновлены Мором Утопии или Мором ремейками. И вы можете посмотреть в моем нельзяграмме некоторые из представленных работ, но опять же, я не художник, я просто рисовала, как чувствовала. Миш, мне похуй. Я так чувствую. В общем, к чему это я? Все это я рассказывала для того, чтобы показать вам, насколько глубокий отклик данная игра нашла во мне и в моей жизни. Так не было, пожалуй, ни с одним проектом любого типа направленности творчества. И я удивлена, что по какой-то невероятной причине эта странная, поломанная, кривая, косая, с большим количеством дыр и недоделок игра так глубоко во мне засела, что можно сказать, в какой-то мере она определила курс моей дальнейшей жизни. Ведь я могла заниматься абсолютно не этим. Тема суицидологии, скорее всего, никогда не пришла бы мне в голову. Я занималась вообще другим. Название моей первой курсовой работы было так далеко от этого, что я даже не могу вспомнить ее название. Там было что-то про цветовые дескрипторы. Вот чтоб кто-то знал вообще, что такое цветовые дескрипторы, а я ведь с этой фигней даже на конференцию на какую-то ездила со стендовым докладом. Кто ты? Столь умудренный в науках. Вот, теперь, когда вы знаете немножечко предысторию, давайте приступим к обзору на саму игру. Не знаю, насколько слово «спойлер» уместно для игры 2005 года, сейчас, на секундочку, 2025, ну так, чтобы вы себя старыми почувствовали, но я все равно буду делать паузу и предупреждать о спойлерах перед тем, как буду оглашать финальные выводы каждого сценария в этой игре. Ну, если вдруг вы не играли и захотите поиграть сами, и не хотите узнать самую главную суть каждого сценария. Итак, перед тем, как перейдем к разбору каждого отдельного сценария, давайте расскажу про игру в целом. В маленький город посреди степи по своим причинам приезжают 3 представителя сферы здравоохранения. Ученый-бакалавр, хирург Гаруспик и целительница-самозванка. Все они пытаются спасти город от внезапной эпидемии песочной чумы. И все они это делают разными способами, а сотрудничество не всегда возможно из-за разницы во взглядах. Всего нам предстоит провести в городе 12 дней, и за это время найти способ его спасти. Ну, или не найти. Параллельно все участники процесса попадают в сети местных политических интриг и примыкают к одной из 3 фракций. Бакалавра под свое крыло берут аристократы и новаторы Каины, Гаруспика – владельцы заводов и эксплуататоры Ольгинские, а самозванку удочеряют военные Сабуровы. У игры как бы 3 пласта. Пласт метафизики, пласт мифологии и пласт магии. За каждого из персонажей нам придется ознакомиться с одним из 3 аспектов. Поэтому пока вы не пройдете все 3 сценария, вы не поймете в полной мере, что происходит в игре. Ну и даже если пройдете, все равно поймете не все. Я не понимаю. Дополнительным пластом идет тема театра, которая сильно ломает 4-ю стену и создает ощущение сюрреализма. Причем в ремейке влияние театра значительно сильнее, чем в оригинале. Во 2-й части театр разворачивается вокруг игрока каждую минуту. В первой же части фрагменты с театром были похожи на оригинальные клиффхенгеры между днями недели. Важная часть игры – это выживание. Причем в ремейке 2019 года это значительно больше заметно, чем в оригинальной игре. Дело в том, что в ремейке город живет своей жизнью, он не будет ждать игрока. Параллельно в разных частях города могут появляться разные задания, и они будут исчезать, если игрок не успеет до них добежать. При неправильном тайм-менеджменте придется выбирать, какое событие важнее посетить. В первой же части свободного времени, по большей части, до жопы. К тому же, играя за бакалавра, я научилась обходить жесткие ограничения по времени. И делала это так. Я начинала обходы персонажей ночами. И таким образом получала задания на следующий день еще до наступления этого самого следующего дня. Потрясающий ход. Правда,
Правда, из-за этого я немножко ломала погружение и скрипты, потому что персонажи там обычно работают по принципу «я написал вам письмо, и вот вы здесь», но письма никакого не было. И один раз из-за такого обхода ночью я умудрилась поссориться с одним из персонажей, в результате утром мне не был доступен диалог, запускающий сюжетно важный квест. В тюрьме началась болезнь, комендант. Заключенный в панике. Освободите их, или, клянусь, перед инквизитором придется отвечать вам. Я позабочусь об этом. Пусть лучше смерть освободит их, но не ваши деньги. Напрасно. A few moments later. Я не могу, да? Типа, серьезно? Я не могу с ним пообщаться по поводу Бураха? Почему-то не могу. Потому что я с ним уже говорила. Я просто надеюсь, что это была проблема из-за того, что я посреди ночи к ним таскалась, и Сабуров просто задолбался от того, что я прихожу со своими предъявами. Но я, по крайней мере, себя всячески успокаиваю этим, потому что в противном случае меня просто нахуй послали. Каждый день нам будут доступны основные задания и побочные. Если проманать основное задание, можно схлопотать плохую концовку. К счастью, в первой части побочных заданий немного, всего 2-3 в день, поэтому легко можно успеть выполнить все. Хотя, разумеется, когда я в первый раз играла в относительном детстве, я жестко паниковала от ощущения постоянного давления времени. И также вместе с этим нам придется постоянно следить за такими характеристиками, как усталость, голод, здоровье, степень заражения вирусом. И для того, чтобы за этим всем следить, нам доступны такие средства, как продукты, кровати в некоторых домах, лекарства и средства индивидуальной защиты. Единственное, что нам недоступно, это деньги и знание законов рынка. Цены будут каждый день непредсказуемо меняться, и нам придется знатно побегать, чтобы собрать себе необходимый набор продуктов, чтобы просто протянуть до вечера. И так как денег у нас нет, а платят нам далеко не всегда, ночами нам придется выходить на произвол и охотиться на мародеров. Может возникнуть вопрос, ломающий мозг. Почему мы, врач, ночью ходим и убиваем людей? Но если задаваться такими вопросами, можно умереть с голоду. Поэтому не выпендриваемся и попутного ветру нам в сраку. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной! Ах да, по поводу ночного произвола. Оружие будет довольно быстро выходить из строя, и если вам не повезет найти ему замену на трупе врага, придется потратить часть честно заработанных денег на его починку. Но, к счастью, не все в этом мире упирается в деньги. Есть еще и социальные связи. Общаясь с людьми, можно по бартеру выменивать у них важные для себя вещи. Не чурайтесь общаться с бомжами, только у них можно выменить бинты и жгуты. И не спрашивайте, откуда они у них. Засуньте свою гордость себе поглубже в жопу и поройтесь по мусорным бакам в перерывах между спасением жизни. Кто знает, может именно здесь вы найдете что-то, что не даст вам умереть от голода или ранений. И простым сервисным движением спокойным вытаскиваю предмет из урны. И это уже проблема урны, но не моя. И не теряя статусности выпиваю. В общем, вас ждет суровая жизнь врача в захолустном городке. Но не отчаивайтесь и помните, что врач – это призвание, и что это уважаемая профессия... Что? Не в этом городе? Ах, да, не в этом городе. Здесь все люди будут ставить вам палки в колеса, никто не будет соблюдать распоряжений, и желание людей помогать вам будет зависеть исключительно от их личного отношения к вам. Они как будто бы не очень-то хотят, чтобы их спасали от чумы. А мне похуй, до сих пор похуй. Не поверишь, мне все равно похуй. Впрочем, немного уважения можно получить в сценарии бакалавра. И никто об тебя ноги вытирать не будет, потому что ты реально в почете, ты врач с большой буквы. И ты не просто предоставляешь услуги, ты в их глазах спаситель. Там у вас деньги будут всегда, причем зачастую чужие деньги, потому что люди доверяют вам не как врачу, а как швейцарскому банку. Вот деньги. Вот что я могу вручить лично я. Жаль, нельзя вытрясти из отца сумму покруглее. Да, я отдаю им мои личные сбережения. Понимаю, сейчас я могу выдать лишь то немногое, что у нас осталось. Капиталы нашей фамилии истощены. Так, нифигово нам доверяют. Блин, я не люблю, когда мне доверяют. Я очень могу растратить доверие быстро. Мне эти чужие деньги карман жгут. Уж лучше свои 3 копья, чем вот это вот чужие 3000.
который надо куда-то вложить. Боже, я чувствую такую невероятную ответственность. Тяготит тот факт, что у меня чужие деньги, и я не знаю, куда их вложить. Это тревогу больше эпидемии мне на самом деле повышает, потому что я уже играла в игру и знаю, что делать с эпидемией, но я абсолютно не помню, что делать с деньгами. В общем, в то время как остальным персонажам приходится из кожи вон лезть, чтобы получить немножечко репутации, бакалавру просто достаточно быть самим собой, и все его обожают. При этом он может делать самые аморальные вещи и не сильно терять в респекте. Тебя никто никогда не посадит и никто никогда не уволит. И вообще, если кто-то умрет, можно просто скинуть на сглаз или на порчу. Если вы заинтригованы прекрасными возможностями, которые может подарить вам город, предлагаю подробнее послушать про каждый из 3 сценариев. Да неужели? К слову, для этого обзора я решила немного, слегка, довольно сильно пиздец как заебаться, поэтому я для каждого сценария буду делать свой образ под цветовую гамму каждого из персонажей, потому что, очевидно, я презираю свободное время и готова делать все, что угодно, лишь бы не что-то важное. Похлопайте ему, похлопайте с сарказмом. Сценарий бакалавра. Герой нашего времени. Молодой ученый Даниил Данковский приезжает в Степной Зажопинск не иначе, как по программе «Земский доктор» аки Александр Романович Лурия в узбекские деревни. Только он собрался не изучать иллюзии местного населения, а разрушать свои собственные. Правда, он пока еще об этом не знает. Даниил, конечно, не Сеченов, но тоже гений в области медицины. Управляет лабораторией тонатологии и ставит амбициозную цель борьбы со смертью. В город на реке Гархон он прибывает на реактивной тяге собственного пукана. Дело в том, что его лабораторию собираются прикрыть, видимо, из-за нехватки практических результатов. А в этом городе был обнаружен какой-то уникальный долгожитель, изучение которого позволит, если не побороть смерть, то как минимум приблизиться к этой славной победе. Данковского вроде как ждет семья этого уникума, но не совсем. Они на самом деле понятия не имеют, что он едет, но что-то предчувствуют. Предчувствий, впрочем, не хватило, чтобы встретить гостя, поэтому, прибыв в город посреди ночи, тот останавливается не у них, а у местной девицы с пониженным инстинктом самосохранения. Девица впустила незнакомца в дом посреди ночи. Либо такая смелая, либо это латентный самовыпил через рисковое поведение. И в ее случае скорее второе, потому что к концу какого-то там дня она совершит Роскомнадзор, спрыгнув с крыши собора. Ой, спойлер. Инстинкт самосохранения отсутствует. Вообще, городской пижон быстро завоевывает внимание 2 прекрасных дам, приютившей его добросердечной Евы и властной Марии, внучки долгожителя. Ева в целом создает впечатление девушки с пониженной социальной ответственностью, которая постоянно недвусмысленно предлагает нам остаться в ее постели, потому что там теплее. Но вроде как это просто у нее такой образ. Впрочем, никто не объяснит, что послужило причиной такой игры на публику. Тебя это ебать не должно. Большие города. По какой-то причине нам эту Еву прочат чуть ли не в музы, хотя мы с ней разговаривали, дай бог, раз 5 за игру, и привязаться к ней я не успела. В этом плане очень хорошо над Евой поработали в переосмыслении. На данный момент сценария бакалавра пока нет, но есть пролог за него, и там уже видно, что роль Евы сильно возросла. А еще ей сделали приятный редизайн и сменили поведение, в результате чего Ева воспринимается супер милой, пусть и немного блаженной. Мария, оказывается, прикипела душой к бакалавру еще заочно. Было у нее какое-то видение о нашем приезде. А так как она является будущей правительницей города, если она поставила себе цель, то препятствий не видит. Впрочем, бакалавр остается последним, до кого доходит вся серьезность намерений девушки. Уже весь город знает об этом, но наш гений мысли осознает данный факт только после того, как ему прямым текстом об этом сообщат. Более того, его вообще не смущает тот факт, что в какой-то момент отец девушки начинает передавать ему семейные дела, потому что сам отец собирается помирать, а малолетний сын почему-то на роль наследника не подходит. Меня опять терзают смутные сомнения. Но женщины бакалавра не интересуют. Он прибыл в город только ради деда-долгожителя. А, кстати, о нем. Долгожитель помер за день до того, как бакалавр прибывает в город. Вот это тролль, конечно. Но его семья, кстати, не то чтобы считает, что он умер. Ну, вернее, считает, но не то чтобы.
как живой, но, сука, не живой, ебать! Вам вообще стоит привыкнуть к тому, что все в этом городе надышались испарений и говорят очень странным, причудливо витиеватым, хитро выебанным языком. И интереснее всех разговаривают местные бомжи, поэтому легкий вайб Санкт-Петербурга будет преследовать вас постоянно при разговорах с ними. Все соками степными живем, и Тверь трава из степи свои соки тянет, и солнце из Тверь травы свои соки пьет, и бык свое берет отдает, и человек, червь грешный, за своими надобностями землю высасывает. Жидкость телес, дар и ключ к пониманию всего. Все единство существа, бесконечно вечным. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь. Основной конфликт в сценарии из-за этого персонажа — это конфликт между реальностью и фантазией. Данковский позиционирует себя пораженным скептиком, реалистом. Он верит в науку и с презрением и высокомерием смотрит на местных жителей, погрязших в суевериях. Я не такой же человек, как вы. Я сильнее, я умнее. Я лучше. Знаете, наша небольшая община выпала из круговорота, в который попала страна. Время проходит мимо нас. Что вы имеете в виду? Прогресс, шагая семимильными шагами, перешагнул через этот город. Вот что он имеет в виду. Но на самом деле Даниил тот еще мечтатель. Ведь разве идея победы над смертью не является дерзкой фантазией, вызовом самой сути природы и попыткой сбежать от пугающей реальности? Именно поэтому за бакалавром закрепляется шефство над утопистами этого города. Его задача — спасать их и других мечтателей, олицетворяющих новаторство и дерзость. За этого персонажа мы больше узнаем о многограннике, огромной оглобле, стоящей на окраине города, и немного о таинственных хозяйках города, женщинах, наделенных какой-то волшебной силой, способных давать жизнь городу и преобразовывать его по своему желанию. По случайному стечению обстоятельств эти женщины – жены правителей города, а по случаю их смерти – дочери этих самых женщин. Ой, как удобно. Иронично, но в этом городе бакалавр работает на семью Каиных, и это не просто говорящая фамилия. Да, они новаторы и энтузиасты, но ради призрачного будущего и фантазии они готовы полностью жертвовать реальностью. А хозяйки этого дома испокон местной истории владели темной разрушительной силой. В общем, они эдакие трикстеры, толкающие к изменениям, и без противовеса в виде светлых сил хозяйки другого дома они могут причинить много вреда и ввергнуть город в огромный кризис. Но это все ради будущего. У Каиных вообще очень странная философия, и меня все время не отпускала мысль о том, что то, что они называют гениальностью, на самом деле наследственная шизофрения. Потому что максимально простую мысль о том, что мертвые остаются с нами после смерти в нашей памяти, они смешивают с магией, делают какие-то очень странные ритуалы, а потом очень сложным языком пытаются объяснить максимально простые истины. Поэтому иногда два мира все-таки соприкасаются, антитела сталкиваются, но вопреки закону самосохранения не гибнут, а сливаются, образуя дивный симбиоз. Так достигается состояние утопии, земного воплощения неземного чуда. Что же, мы начнем все сначала. Смерти нет, и мы не боимся ее. Видишь, мертвая и бестелесна, но присутствует здесь, как непрекаянная душа, обреченная на вечное возвращение. Ты не бестелесна. Ты не бестелесна, очнись. Очнись, Мария. У тебя синдром Катара, ты не мертва. Это все твои бредовые убеждения. В этом плане мне больше нравится то, как в переосмыслении подошли к этому вопросу. В словах Каиных не становится меньше странностей, но за ними ты уже можешь увидеть смысл, пусть он и размывается за счет намеренно переусложненных речевых конструкций. В общем, за бакалавра мы будем защищать многогранник от поползновений других фракций, более консервативных. За этого персонажа мы вроде как пытаемся найти виновника в смерти волшебного деда Симона, а параллельно должны заниматься разработкой вакцины. Но на самом деле мы занимаемся чем угодно, кроме этого. Я не откладываю дела на потом. Я отменяю их нахуй. Мы нашли себе талантливого помощника по имени Станислав Рубин, который, собственно, вакцину и разрабатывал, а мы пару раз с умным видом диалог поддержали и побежали по своим делам. А дела наши сомнительные. Периодически нам приходят письма от властей.
Почта России работает даже в чумном городе, где не ходят поезда. И в этих письмах власти нами манипулируют. Они утверждают, что не будут закрывать лабораторию, если мы сможем сохранить город. Письма с каждым разом становятся все тревожнее, потому что властям, похоже, плевать на людские жизни. Им почему-то важен сам городок. В общем, нас здесь ждут в основном всякие интриги. Мы будем сотрудничать, а потом враждовать с правительственным инквизитором, будем искать засланных агентов властей, постоянно будем попадать в какие-то неприятные истории и будем изучать волшебный многогранник. С таким графиком заниматься своей основной работой попросту некогда. Главное не уработаться в этой жизни, а то, знаете, никто и не оценит. Что иронично, проблему эпидемии данный персонаж решает наиболее радикально, хотя является единственным настоящим врачом из всех 3 персонажей. Его подходы настолько нестандартны, что их можно назвать мастер-классом по созданию проблем на пустом месте. И сейчас, внимание, будут спойлеры, поэтому можете их перемотать вот на это время. 3, 2, 1. Главное откровение, которое мы узнаем за бакалавра, заключается в том, что мы понимаем, что таинственные власти, которые вместе с тем являются демиургами всей их вселенной, это просто пара детишек, играющих в песочнице. Да, всего остального мира, видимо, вовсе не существует, есть только песочница, в которой дети построили город и куда принесли свои игрушки. Все персонажи являются игрушками, причем самыми ненужными, теми, которых не жалко оставить. А многогранник, который в их городке является чудом архитектуры, на самом деле какая-то бутылка, воткнутая в край песочницы. Он выступает своего рода способом связи между демиургами и жителями города. Оттуда спускаются все приказы и строятся все сюжеты. Впрочем, об этом откровении бакалавру лучше молчать, потому что в противном случае коллеги-санитары довольно быстро заберут его в психушку. Как в том меме, когда рассказал доброму доктору в халате, что тебя на самом деле беспокоит. Очень хорошо, что санитары не смогли утащить тебя в психушку, и ты рассказываешь правду. Также башня, видимо, являясь олицетворением детских фантазий, обладает свойством удерживать внутри себя чудеса. Именно за это ребятня в городе полюбила эту башню, ведь в ней становились реальными все идеи, можно было делиться своими снами и приглашать друзей в свои миры. В этой волшебной башне после смерти должен поселиться не менее волшебный дед Симон, дабы свою мудрость неземную раздавать как Wi-Fi, обеспечивая городку развитие. Фотография какого-то деда? Может, это символический дед? И именно из-за этого знания бакалавр решает в итоге не сносить многогранник, хотя его снос был единственным способом решить проблему эпидемии. Ну, не только из-за этого знания, еще потому, что он хочет отомстить властям, но это так, побочное. Многогранник, являющийся передатчиком детской фантазии, не только олицетворяет фантазию, но и буквально ее порождает, позволяя существовать в этом городе разного рода чудесам. Каины, а вместе с ними и бакалавр, хотят перейти на другой берег реки и строить там новый город, забив на эпидемию в старом городе, видимо. И только сохранение многогранника позволит им это сделать. И тут уже можно долго рассуждать, каким образом. Но, если честно, я помнила концовку совершенно не так. Я была уверена, что, сохраняя многогранник, бакалавр просто позволяет болезни течь своим чередом. Все жители переходят на другой берег реки и спокойно живут там, а болезнь почему-то через воду не переходит и по воздуху не перелетает. И я была уверена, что мы при этом уничтожаем термитник, здание, про которое мы чуть больше узнаем за другого персонажа, потому что термитник частенько противопоставляется многограннику. Однако за бакалавра мы целиком уничтожаем весь город. Я не стремлюсь работать эффективно, я работаю эффектно. И меня очень забавляет думать о том, как после этой кровавой бани бакалавр с чувством выполненного долга просто возвращается обратно в столицу, оставляя городок в руинах. Ну, как говорится, это не считается преступлением, если тебе было весело. Условно всех, кто мог спрятаться в многограннике, ждет светлое будущее на другой стороне реки. Но тех, кто не спрятался, я не виноват. И бакалавр говорит, что мы якобы будем прививать тех, кто спрятался. Но мне интересно, чем? Вакцину как таковую мы не разработали. У нас есть немного, которую мы сварили из деда Симона. Ах да, был такой нюанс, я не упомянула. Все правда. Я разделил Симона на частицы. Все, из чего нельзя было сделать вакцины, предал огню.
Я не мог его ни с кем спутать. Ты сам видишь, только из этого удивительного организма могла получиться белая вакцина. Та самая, на которой до сих пор живут сотни людей. Даю тебе честное слово. Но деда на всех не хватит. О, блядь, сытный дед, сука, самый сытный дед. В общем, решение максимально дебильное и исходит из положения «назло кондуктору возьму билет, пойду пешком». Дескать, власти, ака детишки сильно хотели спасти город, а бакалавр на них зол за то, что они играли их жизнями. Поэтому он уничтожает город, чтобы детям отомстить. Тебя помочь позвали, а ты деревню руинишь. Но ведь многогранник остается стоять, а значит власть детей над игрушками по-прежнему никуда не делась. И прекрасный город на другом берегу строить будут они же, вновь заставляя свои игрушки думать, будто все решения приняты по их собственной воле. А воли там никакой нет, просто новая игра детей в новой песочнице. Причем, судя по всему, таких песочниц у детей уже было несколько, потому что в вступлении нам рассказывалось о том, что чума уже поглотила несколько других городов. Напомню вам, что непонятная эпидемия уже прекратила существование нескольких удивительных городков на севере нашей страны. С низких небес роняют на нас хлопья пепла режиссеры нашей судьбы. Они скрываются под нами, над нами и среди нас до тех пор, пока мы не устремим взгляд прямо в их лукавые очи. И тогда они, обнаруженные, на мгновение обретают плоть и погибают. Но в предсмертных конвульсиях рвут окружающий мир, который по праву считают своей игрушкой. А так, благодаря сценарию бакалавра, нам становятся ясны некоторые странные реплики NPC. По ним можно предположить даже, какими игрушками они являются. Почему я не могу двигаться сама? Ничего, выдержу. Я сделан из дерева. Как будто что-то дергает меня против моей воли. Рот придется заново зашивать. Что с моими глазами? Тебе не кажется, что я как будто выцвела? Я промокла под дождем. Мне все время кажется, что кто-то смотрит на нас с той стороны. А также становится понятно, почему аватарки обычных человечков на улице представляют из себя тканевых куколок, а игра начинается с синематика, в котором дети хоронят куклу. Что же это такое у тебя? Могилочка. Могилочка? Да. Для кого? Маленькая, для удовольствия. К слову, в доме одного персонажа можно обнаружить куклы, одетые как наши главные герои. Какие же жуткие здесь... Блять. Ты ёбаная психопатка, у этой куклы одежда, как у нас. А здесь, видимо, как у Бурха. Ёбаная ты сатанистка! А где тогда кукла Клара? Кукла Маша, кукла Даша? А ее нет! Господи, женщина, чем ты здесь занимаешься? Меня это очень пугает. Есть наши куклы с Бурахом. Вау, еще и предположительно куклы Вуду. Поняв, что весь этот мир детская игра и песочница, сразу вся кривизна игры начинает восприниматься иначе. Все однотипные домики — это просто куличи, и нелогичность многих событий также легко объяснить тем, что это просто детская фантазия. Например, самой большой нелогичностью является жесткое расхождение характера бакалавра с его профессией. Затрахали меня! Ты мразь! Сиваса он захаятиша басу! Я с удивлением обнаружила, переигрывая первую часть, что основной чертой бакалавра является вовсе не высокомерие, которым я его почему-то по старой памяти наделила, а жестокость. Это очень злой и скорый на расправу человек, которому достаточно просто намекнуть о какой-то несправедливости, и вот он уже несется по улицам ангелом смерти, причиняя добро и нанося справедливость с помощью магии свинца. Громыхая и постреливая вверх совершенно холостыми, то есть очень одинокими зарядами. Узнать, кто убил Симона Каина, я хочу этого не меньше, чем родственники покойного. Стоят за этим власти или нет, во мне растет желание покарать этого убийцу и истребить его, кем бы он ни оказался. Он слишком угадал момент. Блядь, бакалавр, тут что такой жестокий?
Даже при самом миролюбивом прохождении, в котором я даже отказывалась от части побочных заданий из-за того, что они не входили в зону нашей компетенции как врача и предполагали физическую расправу, мы все равно по одному только сюжету убиваем человек 10. Например, в один из дней, чтобы доказать безопасность района, из которого ушла чума, мы должны пробраться в дом и не просто взять там какую-то вещь, чтобы ее исследовать и показать, что она больше не заразна, мы должны убить одного или двух мародеров и забрать их инструменты, чтобы, в общем-то, достичь того же самого результата. И предлагаем эту идею именно мы. Я предлагаю драку. Доказательства, что квартал осмотрен внимательно. Думаю, снаряжение убитого мародера станет особенно выгодным свидетельством моей аккуратности. Это не аккуратность, это как раз-таки грязная работа. Я же врач. Я же врач. Почему я должен заниматься этим? Видите ли, честного слова нам недостаточно. Вернее, как раз-таки Виктору достаточно. Этот, герой выискался такой. А мне недостаточно моего одного честного слова. Мое честное слово ничего не весит. Пойду убью мародера и достану его кишки, очевидно, я не знаю. Я тебя найду. И убью. А в другой день нам нужно спасти другого персонажа от расправы из тюрьмы. И даже в самом лучшем случае нам приходится нанять головорезов, которые должны будут убить охранников, которые стоят возле тюрьмы. И даже при таком раскладе один охранник все равно остается в живых, и нам приходится добить его собственными руками. Один остался? Все равно репутация упала. Я могла с таким же успехом их двоих убить. Дятлы, я 10 тысяч за что заплатила? Бакланы. Бурах, ты начинаешь обходиться очень дорого. Ты это понимаешь вообще? Ящеры тупорылые. Я 10 тысяч заплатила, и они не смогли мне предоставить качественных бойцов? Ну ты, блядь, видел это? Ты видел это? Пиздец, позорище какое, а. А в конце игры игра вообще перестает скрываться и прямым текстом по какому-то квесту говорит, что нам придется кого-то там убить. Здесь пахнет смертью. Я дома. В целом, как я уже говорила, как врач мы очень мало делаем. Пару исследований и все. Мы в основном играем роль командос, убивая людей, или в первые дни выступаем как эпидемиолог. Недаром говорится, что эпидемиолог в больнице страшнее самой эпидемии. Мы инспектируем здания, делаем информационные рассылки и пару раз берем анализ крови. Я работаю на отъебись, как и все здесь. А еще за бакалавра мы очень любим рисковать собой. У нас буквально в один из дней была задача в духе полезть тигру в пасть, в результате чего нас отмудохивает целая компания. Ай-яй-яй-яй-яй, компания, что в переводе означает ой-ой-ой-ой-ой, коллектив. Блять, они на нас нападут, да? Ну я здесь по приказу. Ну меня... Пацаны! Ну пацаны, вас что, не предупредила мать? Ну ёбана, да хуйня какая. Нас сразу убили. Обалдеть, вы что, все толпой на одного меня? Я просто с одного удара... Не, ну мне не мешало, конечно, ринопластика, я слишком свой нос сую в чужие дела, но как-то, тем не менее, тем не более. Спасибо, мужик в форме. Мужики в форме! Из побочного есть уморительнейший квест о том, как мы в течение целого дня убеждаем разных людей в том, что это неправильно и опасно принимать антибиотики с истекшим сроком годности, только для того, чтобы потом собрать все эти антибиотики, принять их самостоятельно, а потом пойти в зараженный дом, чтобы проверить, не подохнем ли. Если хуйня это буквально ваша стихия, вас вообще не интересуют последствия, то вы генератор хуйни. Людям страшно, а вам смешно. Это ты, исполнитель-смертник, явился для испытания фармацевтических средств? Что? В смысле, я на себе? Я думала, я на других буду. Я, если честно, на это вообще не рассчитывала. Бакалавр. Бакалавр. Вам высшее образование голову не жмет? Это что такое?
Я думала, что мы на больных людях будем испытывать лекарства, а не на себе. Что-то какая-то херня. Мы отговаривали девушек рисковать собой, потому что это неразумно. Чтобы рискнуть собой, потому что это очень разумно, очевидно. Я идиот? Я не могу понять. Я идиот. И еще мы тестируем на себе какую-то странную смесь из лекарств, которую сделали дети, когда играли в больничку. Несмотря на то, что все вокруг нам говорят о том, как это опасно, и несмотря на то, что мы, как врач, прекрасно осознаем, что это может быть практически смертельно. Мне сказали, что в этом месте из-под земли выползает такой язык из грязных ошметков, как будто воздух плотный. Вот как раз тудочки, где вы стали. Коробочку отдай, не к чему тебе травиться. А со мной что? Это меня инфекция ударила? Это потому что я прям встал, да? Типа в... Блядь, то есть я взял порошочек, и теперь... Подождите, нет. Секунду. Придется... Да... Сука, то есть я хотела сделать это задание, чтобы у меня порошочек был в запасе, но в итоге я получила порошочек, который мне придется сожрать, чтобы вылечить инфекцию, которой у меня бы не было, если бы я не пошла выполнять это задание. Я думала, мы хотя бы диагностику этого порошочка проведем или типа того, а мы его прям на себе решили. И действительно любопытно то, как пески времени унесли из моей памяти воспоминания обо всех этих моментах. Я помнила бакалавра совершенно не таким, а именно, я помнила его таким, каким его потом покажут во втором ремейке и в прологе к третьей части. Здесь на первый план выдвинули именно высокомерие, которое при этом не лишает его морально-нравственных принципов, которые должны быть свойственны человеку его профессии, а именно стремление спасать жизни, а не забирать их. И да, в городе за все эти дни происходило много очень сомнительных событий, в результате которых наверняка приходилось нарушать закон, спасая других людей или защищая свою собственную жизнь. Однако я более чем уверена, что бакалавр не ходил по улицам и не рылся в помойках, и не дрался с мародерами ради получения сомнительных доказательств. И забавно, как сами разработчики иронизируют над тем, какой раньше был характер у бакалавра в своей второй части в ремейке. Похоже, все эти дни я шел именно к такому поступку. Мне приписывали всяческие злодейства, в которых я не был повинен. Говорили, что я занимаюсь мародерством в свободное от работы время. Говорили, что я хожу по ночам с револьвером по улицам и убиваю людей. Зря, что ли, наговаривали? В общем, по этому сценарию как-то так. Предлагаю перейти к следующему. Сценарий Гаруспика. Еду на деревню к деду. Молодой хирург Артемий Бурах в свое время смог вырваться из провинции в большой город и получить достойное образование. В город он возвращается отнюдь не навстречу выпускников, а по тревожному зову отца. Тот жаловался на плохое самочувствие. Отец Артемия – местный целитель. Образования вроде как не имел, но лечил травами и всегда был единственным врачом в городке и философом на полставки. К сожалению, к моменту прибытия сына Бурах-старший погибает. Подозревают, что это убийство. Сложив неправильно дважды два, местные жители решают, что Артемий виноват в смерти бати, и поэтому начинают испытывать непреодолимую тягу производить действия насильственного характера по отношению к соотечественнику. Андрюх, у нас труп. Возможно, криминал. Погоня. Вместе со смертью отца погибает и шанс на хорошее будущее для молодого Артемия. Он вынужден теперь занять место отца. Не только потому, что так требуют традиции, но и потому, что обратный поезд будет примерно никогда. Вот такое расписание электричек здесь за МКАДом. Разразившаяся эпидемия делает Артемия невыездным, лекарств в городе мало, поэтому приходится сдуть пыль с отцовских дневников, засунуть образование врача себе в задницу и заняться травничеством. Подари свой диплом лягушкам, щенок! В степи растет уникальная трава – твирь. Вроде как в определенных дозах это наркотик, а в других – лекарство. Вот из этой травы Гаруспик и делает настойки. Чуть позже с этой дури Артемий переходит к тяжелой артиллерии. Так как он принадлежит к единственной касте в городе, которая может резать тела живых существ, касте мясников, он начинает препарировать трупы и изучать пораженные органы. А потом начинает бодяжить лекарства на основе трав и вытяжек из органов. Вот из плесени кисель. Чай не пробовал досель, так и спей, в раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь.
Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь. И, как ни странно, это реально работает. Не могу его осуждать, потому что в такой безвыходной ситуации во что только не поверишь. И если бы в их мире не было магии, эффективность его средств можно было бы объяснить простым действием плацебо. И сейчас будет небольшая душная справка. Небольшая душная справка. В известном труде этнографа Леви Стросса «Колдун и его магия» отлично иллюстрировалась деятельность шамана в племени. Для того, чтобы магия шамана работала, необходимо 3 основных компонента. Вера шамана в свои силы, вера окружающих в силы шамана и удачное стечение обстоятельств, ошибочно считанная как причинно-следственная связь и объясненная магическим мышлением примитивного человека как проявление магических сил шамана. Если какого-то из этих компонентов нет, магия не происходит. И в этом труде ученый показывал то, какие трюки использует шаман для того, чтобы демонстрировать всем окружающим, что он действительно владеет какой-то магией. И там даже был такой момент, когда шаман обучил ученого каким-то своим трюкам, показал их ему, и после этого начало происходить непоправимое. Он начал терять свою собственную магию. Там даже был момент магического батла между приезжим ученым и шаманом, которые оба лечили каких-то людей, и действительно магия ученого работала значительно лучше, потому что люди в племени верили, что магия белого человека значительно сильнее. Получилось так, что шаман утратил веру общества в свои силы, поэтому и сам потерял веру в себя, его магия была утрачена. И он даже потом просил ученого объяснить, как же его магия работает, почему его магия лучше, чем магия шамана, несмотря на то, что сам шаман все ему эти действия и показал. Настолько сильно было убеждение в том, что белый человек действительно сильнее. И даже в какой-то момент сам ученый начал немного верить в то, что он владеет магией, но благо все обошлось, он все-таки вернулся обратно, а не остался с племенем. И таким образом можно объяснить то, почему бурда Артемия реально работает. Травы, скорее всего, обладают определенным целительным свойством, потому что многие лекарства устроены на том, что в них используются растения, и поэтому, когда он мешал вот эту свою непонятную штуку в домашних условиях и давал этот компот людям, наверняка кому-то становилось чуть лучше. Эффект был повышение иммунитета или от простого совпадения. И в результате все начинали верить в то, что Артемий действительно владеет какими-то тайными знаниями. Сам Артемий видел эффективность и тоже начинал в это верить, и счастливое стечение обстоятельств благодаря эпидемии также имелось. По сути, основная задача данного сценария — найти такой рецепт жили-мыши, который бы выступил в роли панацеи. Задача грандиозная, но и мы не слабаки, поэтому буквально роем землю носом в поисках ответов. Сколько тайн, сколько загадок и никаких ответов. Параллельно с этим восстанавливаем свое доброе имя и делаем авторитет среди местного населения, принимая наследство отца, куда, по старой традиции, входит мало-мало денег и много-много долгов. Охуеть, спасибо, папаша! Один такой долг – спасти жизнь некоему существу без имени, которое названо иероглифом Тавро Удурга. Разумеется, отец не удосужился разъяснить для дебилов, что это за удург такой, поэтому мы бегаем и докапываемся до всех с вопросами, узнаете ли вы этого человека. Я собираю сведения об этом человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету. Ник Николс. Клетчатый. Также мы пытаемся раскрыть загадку того, какую жертву нам придется принести, чтобы спасти таинственного Удурга. То, что жертва должна быть принесена, мы узнаем довольно быстро, потому что местное сообщество, живущее по принципам гомеопатической магии, верит в то, что для того, чтобы что-то спасти, нужно принести соразмерную жертву. Но мы не знаем, какую жертву нам нужно принести, потому что не знаем, что мы вообще спасаем. И именно это станет почвой для манипуляции нами со стороны третьих лиц, которые преследуют свои интересы. Будучи хирургом, мы умеем абсолютно все, но ничего не знаем, поэтому за знаниями бегаем к бакалавру. Удивительно, но это единственный сценарий, где бакалавр А работает, а не занимается херней, Б большую часть игры довольно адекватный человек, по крайней мере в общении с нами. И в этом сценарии не умирает Ева, хотя не знаю, каким боком тут Артемий. Видимо, пока бакалавр спокойно работает, Ева не нервничает и не косплеит Лемминга.
С самозванкой мы взаимодействуем чуть чаще, чем в прошлом сценарии, даже узнаем правду о ней, но пока не знаем, что это правда. Подробнее в самом сценарии самозванки. Играя за Бураха, мы как бы поддерживаем традиции в противовес сценарию бакалавра. Бурах является местным жителем по рождению. Он рос в местной системе ценностей. Уехав со своей малой родины, он мог забыть детали, но не общий дух верований своего народа. Вернувшись обратно, он просто не мог долго сопротивляться наплыву тех убеждений, в которых он рос. К тому же в экстремальной ситуации ему не оставалось ничего другого, как попытаться бороться теми средствами, которых от него требовало население. Ну и к тому же, выросший в местной общине, уехав за пределы своей коммуны, он так и не смог в полной мере адаптироваться в другом обществе и видел смысл жизни только в продолжении деятельности своего отца. За Гаруспика мы получаем доступ к изучению мясного цеха, боен и общежития рабочих, термитника. За него мы знакомимся с мифологией этого города. Степень мифологизма в первой части игры значительно меньше, чем в ремейке, к слову. Бурах несет ответственность за жизни традиционалистов и выступает за сохранение ценностей. Поэтому он является защитником детей, потому что дети – это наше будущее, и именно они построят новый, более хороший мир. Его под свое крыло взяли ольгинские, владельцы местного завода и эксплуататоры. Хозяйки этого дома олицетворяют собой светлые силы и выступают в противовес силам темных хозяек. Но Виктория А.К. Капелла слишком пока мала, чтобы стать полноценной хозяйкой, поэтому ей может быть нужна помощь Гаруспика. Традиции и ценности станут самым главным препятствием на пути к достижению цели, потому что если бы местные жители так за них не цеплялись, мы бы узнали рецепт панацеи еще в первые дни, а в результате получалось так, что нам в час по чайной ложке необходимо было выцеживать у других людей, что же нам необходимо сделать, чтобы наконец-таки получить респект и уважуху, а вместе с ними и секреты, необходимые для спасения города. Нас будут обманывать из любви, из ненависти и из спортивного интереса. Что угодно будут предпринимать местные жители, лишь бы, не дай бог, не сделать нашу жизнь проще. Мы с одним только наследством будем разбираться много дней кряду, потому что то на наше имущество запрет наложили, то документы потеряли, то что-то утаили. Например, орудием преступления окажется какая-то огромная кость, но эта же кость, оказывается, является атрибутом власти местного шамана, коим являлся отец Бураха, поэтому эта кость является частью наследства, а ее от нас будет скрывать одна тетка, потому что если мы эту кость получим до того, как восстановим репутацию, у нас на руках будет орудие преступления, и нас бы точно обвинили в убийстве. Но когда мы получаем эту кость, нашу преемственность отказывается признать местный старшина Боин, временно исполняющий обязанности нашего отца. Но ты не получишь от меня ответа. Зачем мне делиться с тобой таким знанием? Ты не воспримешь его, и оно разорвет тебя. Я сын Исидора Бураха, не тебе, Аюн, толковать со мной о знании. Я вижу перед собой того, кто называет себя сыном Бураха. Ты не принял его наследство, а потому недостоин называться сыном своего отца. Ложь, наследство отца я принял сполна. Ты принял долг своего отца и его обязательство хранить жизни тем, кого он принял под свое слово? Да. Ты принял его знания, принял его линии. Ты узнал, как он отделял темное от светлого, сырое от сыпучего, жгучее от холодного, мертвое от живого? Ну, типа. Ты принял его имущество, его дом, его плоть, его пищу, его знаки? Да. Тогда покажи мне, чем он чертил линии на земле, когда раскрывал линии в ритуале. Он руды им чертит и песню поет. Олени, пенис, мой талисман, все время им занят мой карман. Олени, пенис, мой оберег, он знает, в каком багажнике Олег. Я не приемлю богини Лосины, не помогает колду Фарины. Пенис оленя, мой амулет, его отрывал еще мой дед. И тогда он сначала долгое время просто морозится, а потом начинает устраивать конкурсы один охуительней другого, потому что, оказывается, по каким-то традициям, которые нигде в дневнике своем батя не описывал, это обязательная часть вступления в должность.
Бурах — человек более приземленный, чем бакалавр, и если бакалавр ради фантазии и нового будущего готов пожертвовать массами, то Гаруспик выступает за сохранение жизней простых людей. Если девиз сценария бакалавра что-то типа «вперед и ввысь», то девиз сценария Гаруспика что-то вроде «за скрепы и корни». И если бакалавр выступает у нас за радикальные резкие перемены, то Гаруспик за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Обе позиции дискуссионны, но именно для этого эти персонажи и нужны, чтобы быть своего рода мировоззренческими антагонистами. И сейчас будут спойлеры за этот сценарий. Вы знаете, что с ними делать. 3, 2, 1... Ну, во-первых, мы находим убийцу своего отца. Это старшина Боин, но мотивация его, если честно, в первой части не очень ясна. Вроде как он из какого-то не очень крутого рода, поэтому занимать позицию старшины не мог, а тут после смерти старшего Бураха появился шанс на власть. В общем, что-то странное. Он и нас пытается очень тупым способом со свету сжить, буквально отправляя на задание типа «разбежавшись, прыгни со скалы». Я отправлю тебя туда, где сходятся линии Суок. Ты позволишь ей проглотить тебя. Найдешь дорогу обратно, я буду говорить с тобой как с равным. Выйдешь отсюда, повернешь направо, ступай в пещеру, что рядом с этой. Иди на юг вдоль воды, увидишь плотину и канал. Плотину надо поднять рычагом, я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень я не дам. Если вот он спрашивает так просто, а мне на самом деле сложно уже на том моменте, когда выйдешь отсюда, повернешь направо, потому что отсюда откуда? Если честно, я бы уже на этапе навигации провалилась в этом задании. Так просто? Увидишь. Я чувствую подвох, вернусь к тебе позже. Хотя, в принципе, что я буду к тебе выдать? Какой подвох? Ладно, я готов. Что делать-то именно? В пещеру ступай. Ладно, я пошел. А, сюда? Здесь этого не было. Выглядит как смертельное испытание, если честно. А, кажется, я совершаю ошибку. Мы умерли. Также за Бураха мы узнаем, что миф о том, что мир был сотворен из большого быка, видимо, правда. По крайней мере, волшебные божественные быки и правда существуют, а из их крови можно делать панацею. Мы даже находим одного такого быка, но у нас его из-под носа уводят. К слову, в ремейке вообще разъеб, потому что подземные туннели оказываются не просто похожими на кровеносную систему, откуда мог пойти миф о жизни на теле быка, а реально представляют из себя сосуды, и мы даже бьющееся сердце находим под землей, а фундамент многогранника угрожает этому сердцу. Впрочем, скорее всего, это просто наркотические приходы и метафора, но тем не менее, в оригинале такого не было, но многогранник своим основанием пробил какой-то подземный альков, в котором годами скапливалась кровь с Боин, когда волшебных быков, авроксов, рабочие архивировали на консервы. А чума — это просто бактерия, которая очень долго варилась в этом подземном кровавом котле. Для сотворения панацеи нам нужно много волшебной крови быков, но до нее не докопаешься. Поэтому за Бураха мы хотим убрать многогранник, достать ту кровь и из нее наварить лекарств. Этими лекарствами можно будет вылечить людей и организовать коллективный иммунитет. А дырку можно будет закрыть и предотвратить дальнейший выброс бактерий на поверхность. Также мы узнаем, что слово «удурк» обозначает «вещь, вместившая в себя мир». И если наш искомый Удурк — это город, то соразмерной ему жертвой становится многогранник, потому что это тоже что-то большое, волшебное, и его потеря будет значительной. Но все не так однозначно. Некоторые лица, а именно утописты во главе с бакалавром, пытаются выкрутить эту тему с жертвой себе на пользу. Так бакалавр делает предположение, что наш Удурк — это волшебный дед-долгожитель Симон. А теперь следите за руками. После смерти Симон, волшебный дед, должен был поселиться в многограннике. Значит, наш Удурк — это все-таки многогранник.
Но соразмерной жертвой называется почему-то не город, хотя город становится этой жертвой, а инквизитор. То есть у нас соразмерной жертвой не город-многогранник, а дед Симон и инквизитор. Хотя опять же непонятно, каким боком тут инквизитор, но она хочет уничтожить многогранник, а значит нужно ее убрать. Но почему-то убрать и принести ее в жертву нужно не путем старого доброго пера в бочину, а путем интриг. Поэтому мы должны не дать ей выполнить ее задачу по спасению города. Мы должны уничтожить город, тогда инквизитора казнят, жертва будет принесена, и нам дадут доступ к запасам волшебной крови на бойнях. И вот тут начинаются некоторые несостыковки. Интересно. Очевидно, два этих противоположных мнения должны были поставить Гаруспика в трудное положение, где оба выбора кажутся одинаково возможными. Но проблема в том, что это абсолютно не так. Если наш Удурк – это Симон, то почему соразмерная ему жертва – это инквизитор? Ну, типа, где волшебный дед Симон и где какая-то тетка? Несоразмерно уж точно. А если наш Удурк – это многогранник, то соразмерной ему жертвой должен быть город. Но тогда из этого уравнения можно нахрен вычеркнуть инквизитора, потому что какой смысл нам вообще в ее жертве? Как на руинах целого города можно будет переживать о судьбе одного конкретного человека в лице инквизитора? Снявши голову, по волосам не плачут. А во-вторых, к моменту конца игры мы уже становимся новым старшиной боин, то есть самым главным челом в бойнях. И неужели мы не можем получить доступ к секретным запасам без жертвы? Ну ладно, допустим, не можем, потому что традиции и наши собственные подчиненные грудью лягут на амбразуру и не пустят нас к запасам. Но если наш Удурк – это многогранник, а соразмерная ему жертва – это город, то тогда нам нужно уничтожить город. И зачем нам тогда вообще будут нужны запасы крови? Да там спасать будет некого. Мы же будем, по сути, реализовывать тогда сценарий бакалавра, где город будет стерт с лица земли. Таким образом, завалы заблокируют выброс бактерий. Оставшиеся в живых люди перекантуются в многограннике, выйдут оттуда уже здоровыми. Кого нам лечить-то вообще? Хрень какая-то получается. Я бы еще поняла, если бы нам поставили знак равенства между Симоном и Инквизитором. Да, Симон у нас волшебный дед, а Инквизитор ни хрена не волшебная, но, допустим, ее могущество может сравниться с его. Он у нас типа магия, а она антимагия, он материя, а она антиматерия и все такое. Но я все еще не понимаю, почему даже если мы принесем ее в жертву и даже, допустим, тупо убьем своими руками, почему это действие должно побудить работников термитника вынести нам кровь? У них-то какие терки с этой теткой? Да никаких, она им не враг, ей вообще плевать на бойни. Она против многогранника стоит, а работягам с завода плевать на многогранник, а если не плевать, то скорее в негативную сторону, не пофиг. Они вряд ли фанаты этого одоробла. А вот если бы инквизиторша хотела закрыть бойни, потому что они не удовлетворяют требованиям санэпидемстанции, тогда местным жителям имело бы смысл точить на нее зуб и заказать ее, сделав ее жертвой. И вот тогда концовка играет, потому что у нас появляется развилка, где оба варианта возможны. Дело в том, что по сюжету мы по какой-то причине влюбляемся в инквизиторшу, а она влюбляется в нас. И вот получается сложный выбор – жизнь одного человека или существование чуда, убить любимую женщину для того, чтобы получить лекарство от чумы, или разрушить башню для той же самой цели. И Гаруспик человек приземленный, ему может быть на башню-то и плевать, но ему еще предстоит жить в этом городе, где после сноса многогранника у него во врагах будут находиться все семейство Каиных и братья-архитекторы, один из которых по второму образованию мафиозник. Вот и думай, что нужно делать дальше. Ведь если убить инквизиторшу, то страдать будем только мы, а всем остальным она как кость поперек горла. И тут выбор становится значительно сложнее. Выбирай, но осторожно, но выбирай. В ремейке, да, кто о чем, а я о ремейках, получилось создать ощущение сложности выбора значительно лучше. Во второй части уничтожение многогранника привело бы к тому, что из мира ушли бы последние чудеса. Умер бы бык, на котором стоит наше поселение, потому что истек бы кровью, а также могли бы пропасть травяные невесты, черви и альбиносы, а у хозяек могли бы пропасть их предсказательные силы. Да и вообще любое волшебство, которое позволяло вещам вроде многогранника существовать, исчезло бы.
В общем, город превратился бы в обыкновенный Кислодрищенск. В городе Кислодрищенск уже 3 года, как появилась огромная яма в дороге. Местные власти заявили, что все под контролем, ведутся работы и пострадавших нет. Правда, если задуматься о том, что все это песочница, в которой играют дети, появляется тревожная мысль о том, а существует ли вообще мир за пределами этого городка, и не замрет ли жизнь города, если убрать многогранник и перерубить связь с детьми. В общем, в ремейке есть действительно о чем задуматься и над чем поломать голову, в то время как в первой части вопрос о моральной дилемме вообще не стоит, хотя вроде бы как стоять должен. Но в любом случае с перспективы Гаруспика любая дилемма должна была решаться в сторону сохранения жизни. Снести неживое здание ради спасения человеческих жизней выглядит как наиболее правильное решение. Kaboom. Yes, Rico. Kaboom. И мне кажется это немного лишним, странным и нелогичным, что за этого персонажа в конце игры мы также получаем приглашение от властей и получаем возможность поговорить с детишками. Мне кажется, что этого делать не стоило, и я предпочитаю воспринимать это как то, что это только мы, как игрок, разговариваем с этими детьми, а персонаж так и остается в блаженном неведении. Потому что для Бураха, мне кажется, логичнее всего оставаться тем человеком, который не знает всей правды, потому что именно это незнание и делает его по-настоящему свободным в своем выборе. Но вопрос свободы еще более остро поднимается в следующем сценарии. К нему и переходим. Сценарий самозванки. Левый коронный, правый похоронный. Девочка Клара просыпается в могиле. Уже хорошее начало. Безоружная и безобидная на первый взгляд. Но именно за нее играть сложнее всего, потому что очень быстро Клару, сиротку без роду и племени, начинают ненавидеть все в городе. Она фрустрирована и не понимает, чем же она вызывает столько ненависти, ведь она добрая и хочет всем помочь. А дело в том, что у Клары вроде как есть злая сестра-близнец, которая всюду успевает раньше и портит впечатление. Вот только непонятно, кто настоящая девочка, а кто самозванка. Как и непонятно в целом, была ли девочка-то. Вернее, было ли их реально 2. Помимо этого, Клару также называют воровкой, но она не знает, что именно украла. Чуть позже нам говорят, что украла она чужую личность, но понятнее не становится. Клара у нас амбассадор чудес в городе. Она умеет исцелять методом возложения рук и убивать методом их наложения. Вот только то ли она разными руками разную магию творит, то ли вовсе свою силу не контролирует, потому что будто бы в ее голове нечто трясет волшебный шар, рандомным образом решая, сейчас мы убиваем или исцеляем. И особенного влияния на механику игры это не имеет, но иногда мы так долго убивали бандитов на улицах методом бесконтактного боя, что мне неиронично начинало казаться, будто мы одной рукой их калечим, а другой лечим. Клара отвечает за всех униженных и оскорбленных, в общем, за всякую шушеру, которую считают преступниками. К слову, преступниками тут считаются не только те, кто нарушают уголовный или административный кодекс, но и те, кто нарушает некий закон с большой буквы, что-то типа установленного порядка вещей. Но почему-то утописты в категорию преступников не попали. Вернее, они вроде как попали, и Клара пытается их переманить на свою сторону, но они шлют ее нахер, и этого достаточно, чтобы божью вестницу заткнуть. Возможно, если ты нарушаешь законы мироздания, но делаешь это очень уверенно, то тебе позволительно. В наших кругах за это посылают нахуй. Шефство над ней берет семья Сабуровых. Хозяйка этого дома верит в силы девочки, поэтому ее суровый муж военный тоже верит. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Они даже удочеряют Клару, но не стоит расслабляться. За Клару вы будете жевать стекло, ходить по нему и спать на нем. Тихой гавани для этого персонажа не предусмотрено. Поэтому родители в какой-то момент отвернутся от Клары, но потом снова вроде как обратятся к ней, правда, в очень странном ключе. Они будут служить Кларе и будут готовы отдать свою жизнь, чтобы искупить грехи. В другой день нашей защитницей становится инквизитор. Сначала она хочет нас повесить, но потом начинает изучать Клару, и от взаимодействия с ней будет расти репутация. Но и тут недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал.
Узнав нашу чудесную природу, инквизитор прикажет нам умереть, потому что чуду не место в городе. И тогда мы побежим к новоприбывшему в город полководцу. Теперь этот человек станет нашим защитником. И уж как-то слишком бодро он берется за это дело. Меня это начинает напрягать. Теперь я не отпущу тебя от себя. Тебе нужна надежная защита. И что это вообще пошло такое? Нас под замок теперь посадить, что ли? Надежная защита. Это здорово. Знаешь, как я умею колдовать? Мне никакая защита не нужна. Это единственное, что во мне действительно хорошо работает из всех моих способностей. Это умение дистанционно убивать руками. Вот. Это совсем ни к чему, ведь я цела, ибо я неуязвима. И тупа. Я никому не позволю обижать тебя. Ладно. Ты бы жил жизнь, что ли? Вне зависимости от того, кто является покровителем Клары, ее репутация постоянно падает. Но это дело поправимое, достаточно пару раз ночью убить мародеров на улицах. Да, такие уж законы в этом мире, не я придумываю правила. По идее, еще можно исправлять себе репутацию, исцеляя людей на улицах своим рукоприкладством, но я как-то не очень разобралась с этим моментом. Вот там лежит человек. Я могу попробовать его вылечить. Или убить. Убить. Ну и ладно. Не судьба мне людям помогать. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя. Клара у нас ничего не знает, но вместе с тем знает абсолютно все. В ее репликах иногда можно увидеть информацию, которую мы за нее ну никак не могли узнать. То есть, грубо говоря, она получает информацию будто бы из других сценариев игры. Но при этом она либо сама об этом не знает, либо нам об этом не говорит. А что за слова? Я знаю тебе кое-что. Так и говорится? Нет, нужно действительно знать о человеке скрытую тайну, которая поразит его, когда он ее услышит. Но, конечно, тайна должна быть правдивой. Например, можно сказать: «Анна, я знаю о тебе, что ты украла ребенка». Пиздец, откуда мы это успели узнать? Это что еще такое? Почему ты такое сказала? Это просто так, для примера. Блин, ну, Клара меня пугает. Клара называет себя вестницей и постоянно говорит о каком-то боге. При этом какой-то конкретной религии она не упоминает, хотя, наверное, больше всего ей бы подошло что-то христианское. Однако я думаю, что здесь дело вовсе не в этом. Мне кажется, что бог Клары — это игрок. Она напрямую никогда об этом не говорит, но была в игре одна очень странная реплика. Я выдумала эту сестру, у меня ее никогда не было. Ничего себе! А ну-ка, расскажи мне о своем прошлом, девочка. Кто твои отец и мать? Откуда ты родом? Чем занималась до того, как явилась сюда? Кто видел тебя на этом пути? Я не могу. Я не знаю, кто действует сейчас под моей личиной. Я чувствую лишь его руки. Не хочешь? Ну так я тебе расскажу. Ты психически больна, малютка. У тебя раздвоение личности. Возможно, шизофрения. Наследственный колдун и шизофреник. В своих ритуалах использует алкашей и бомжей. Ну, как говорится, не шизофренические автоматизмы, а меня Бог направляет. А что же за религия у Клары? Она верит в смирение. Причем удивительно, но впервые эту идею высказывает даже не она сама. Именно ее приемная мать, Катерина, ведомая ложными пророчествами, впервые дает задание Кларе пойти и переманить на свою сторону утопистов. Она упоминает понятие касты смиренников, которой принадлежит теперь Клара. Терпи, потому что Господь с тобой еще не забыл. И именно по ее указке Клара бегает как полоумная и убеждает всех в том, что в начале мора виноваты утописты, которые допрыгались в своих идеях и новшествах, и надо бы им всем сидеть и не пиздеть, если мы хотим, чтобы мор прекратился. Никаких доказательств этому не будет, потому что Клара двигается исключительно на вере. Просто верить. Этого вполне достаточно. И меня невероятно раздражает то, как она даже не пытается дать никакого объяснения. Создается впечатление, как будто бы Клара просто очень внушаемая. Что Екатерина сказала, в то она сразу же и поверила. Хотя Клара, как никто другой, должна понимать, откуда появился мор. Но об этом чуточку позже. Чудесатая Клара является собой ходячую концепцию дуализма. Это касается не только ее странных способностей и не только ее биографии, но и ее роли в лечении эпидемии.
Она пытается работать медиатором, выступая связующим звеном в работе двух других персонажей. Но она же является и вредителем, который подливает масло в огонь споров между этими двумя. И из-за этой роли медиатора геймплей за Клару с определенного дня становится очень однообразным. Все ее побочные задания за день сводятся к тому, что мы бегаем и предупреждаем бакалавра и Гаруспика о коварных планах друг друга. Ну, типа, Гаруспику говорим, что бакалавр собирается на него натравить своих людей, и наоборот. А также мы очищаем районы от чумы, прогоняя нашу сестру. И все. Дней 5 мы только и делаем, что занимаемся основным заданием и этими несколькими побочками, что ужасно долго, скучно и однообразно. Хотя за Клару сам Бог велел узнавать всю подноготную обо всех персонажах, но вместе с тем даже про своих собственных приближенных мы узнаем не все. Например, Лара Равель и Юлия Люричева так и остаются для нас загадками. Хотя именно Клара должна вывернуть их души наизнанку, как и души всех людей в городе. Это было бы логично. Мы должны были стать банком приколов и секретов, хранящим в себе кучу компромата на всех людей в городе. Но вместо этого мы просто ходим и решаем одну и ту же проблему каждый день. И я считаю, что это некоторое упущение. Зато за Клару мы чуть больше общаемся с двумя другими главными героями, чего не хватало в предыдущих сценариях. А между прочим, очень интересно увидеть, чем занимаются твои бывшие главные герои, когда находятся в свободном плавании. Занимаются они, к слову, какой-то херней, да еще и общаются с нами довольно грубо. Впрочем, мы не лучше. И это удивительно, потому что двуличие Клары никак не объясняется наличием у нее злой сестры, ибо, играя за нее, мы постоянно сталкиваемся с тем, что девушка может сказать одно, а в дневничок записать прямо противоположное. Я было подумал, что ты злой дух. Так ты, выходит, в самом деле помогаешь людям. Возьми, это тебе. Спасибо, ты тоже не так плохо, как я думала. A few moments later. Скорее бы они истребили друг друга. Кажется, теперь начинается такое время, что с каждым днем они будут приносить все больше и больше зла, и все больше будут отталкивать от меня мою истинную судьбу. Какая лицемерка! Какая лицемерка! Сама сейчас Гаруспику такая, ты оказался не так плох, как я думала. Вот, а потом за спиной такая, хоть бы они, блядь, все сдохли. Не делайте с ними ничего, они так несчастны, они не виноваты. A few moments later. Нет, они виноваты, они предали меня на расправу, они одержимы злом, причинили городу много вреда, совратили к лжи истине многих. А ничего тот факт, что это ты там ходила и какой-то истине по просьбе Катерины кого-то совращала? Ты чё переобуваешься, что ты творишь? Вообще, я не могу понять твою логику. Я офигею с Викиной бездуховностью. Лиса, не чё-то, что у тебя самой прегрешений до жопы? Это реально греховный лук. Лис, ты сейчас лукавишь, а ты сейчас тупо осуждаешь ближнего. За самозванку мы узнаем чуточку больше о магической составляющей этого мира. Но вместе с тем и не узнаем. Магия так и остается магией. Клара в какой-то степени стремится помогать простым людям, как Бурах, но вместе с тем она и губит их, пользуясь силой, которую не понимает, что в какой-то мере резонирует со сценарием бакалавра. Клара как будто бы пытается усидеть одновременно на двух стульях, но так как это невозможно, она скачет постоянно с одного стула на другой. В ней есть много белых пятен и недоработок. Ее персонаж выбивается из общей канвы игры порой настолько сильно, что в попытках разобраться в ней я ловила неприятное ощущение треска стен игрового мироздания. И это, к сожалению, не всегда хорошее чувство слома четвертой стены, которого много в игре. Это больше похоже на ощущение, как будто ты разобрал механизм, собрал его обратно, и у тебя остались лишние детали, описания которых нет даже в инструкции. При попытке куда-то эти детали присобачить, механизм ломается. И, возможно, с какой-то стороны это ощущение скрежета шестеренок у тебя в башке при попытке анализа Клары, это как будто бы то чувство, которое и должно возникать, ведь оно отображает отношение жителей к Кларе. Клара чужда для мира игры, отношение людей к ней меняется от благоговения до ненависти за считанные секунды. Ты очень странное, жалкое существо. Сейчас будут спойлеры за этого персонажа. Итак, 3, 2, 1... За Клару мы узнаем то, почему ее называют воровкой. Дело в том, что она украла судьбу, причем свою. Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться. Дело в том, что она была изначально задумана как чума, но вместо этого решила стать чудотворницей и помогать людям.
Ну и нелицемерно ли теперь звучит то, как она всем вокруг лепила философию смирения и что не надо бороться, в то время как она сама прекрасно попыталась наебать судьбу, и у нее это получилось. Казалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Ой, неловко получилось. В общем, мы узнаем, что детишки власти поместили Клару в игру вовсе не для того, чтобы спасать людей, а для того, чтобы как раз-таки их убивать. Хотя это не стыкуется с тем фактом, что дети хотят спасти город. Условно, чума им невыгодна, но если они сами ее сюда поместили, то чего теперь ноют? Да и болезнь появилась раньше самозванки, и наши герои были ответом на это. Каждый из них должен был, по идее, спасать город. То есть в первый день чума уже была. Может, конечно, идея была в том, что самозванка убьет всех людей и город останется. Детям же важнее город, чем жители. Жители они новых склепают, а город жалко. И если в случае бакалавра оба ребенка были во мнении относительно него едины, они его недолюбливали, то по поводу роли самозванки у них есть споры. Мальчик считает, что она должна спасать, а девочка, что убивать. В общем, видимо, из-за того, что у детей разное мнение относительно того, как играть Кларой, оттуда у нее и двойная роль. Грубо говоря, один ребенок играет так, а другой эдак. За Клару мы спасаем город целиком, благодаря чуду. Хотелось бы, чтобы это было чудо переговоров, но нет. Клара, накладывая руки на больных, меняет их ДНК, в результате чего у них становится особенная кровь, кровь, как у Симона Каина, деда, которого мы все дружно съели в вакцинах, которые делал Рубин. Изумительно! Наконец-то нормальная, блядь, еда! Но не у всех людей кровь становится как у Симона, а только у приближенных. И теперь нам становится понятно, почему они так называются. Это не приближенные ко двору какой-либо фракции, это приближенные к Симону. И это начинает попахивать некоторой Евгеникой, но не суть. Нам нужны эти приближенные для того, чтобы поменять их ДНК, чтобы из их крови создать прививку. Но сами мы этого сделать не можем. Для этого нам нужен Гаруспик и нужен Бакалавр, то есть два этих упертых барана, которые постоянно ссорятся между собой. Бакалавр нам нужен потому, что он знает формулу вакцины, а Гаруспик потому, что он, не зная формулы, умеет эту вакцину делать. В общем, Биба и Боба. Один голова без рук, другой руки без головы. План Клары по спасению города такой. Нужно выбрать 7 из своих приближенных, число никак не аргументируется, потому что они являются преступниками. Не все из них нарушили закон, просто Клара сама решила, что они преступники. Их нужно убедить добровольно стать жертвами, что выглядит просто омерзительно, и нужно выкачать из них кровь с помощью бакалавра и переработать ее на вакцины с помощью Гаруспика. И при всем при этом гениальном плане, который очень метко инквизиторша назвала кровавым конвейером, Клара продолжает считать себя Д'Артаньяном в белом пальто, а Гаруспика с бакалавром пидорасами, ну то есть кровожадными демонами. Гребаная лицемерка. Да, бакалавр суммарно погубил больше человек, чем Клара, и его поступок в конце истории непростителен, но большую часть игры он не вызывает злости и действует в целом хоть и странно, но в меру обстоятельств. Гаруспик и вовсе зайка, ни разу, в общем-то, не обидел Клару, всегда с ней сотрудничал, не хотел никого убивать, легко шел на переговоры и просто хотел спасти город и людей, и концовка у него совершенно адекватная. В общем, на демона он точно не тянет. И какие бы аналогии между дьяволом-искусителем и бакалавром нам не проводились, а я напомню, что у него змеиное пальто, его часто за спиной называют змеем, он соблазняет своими идеями прекрасную Еву, которая разбивается, падая с небес на землю. Настоящая дьяволица здесь Клара, которая выведывает чужие слабости, а потом нашептывает людям на ухо, что они должны пожертвовать собой ради ее гениального плана. Клара до ужаса расчетлива в своих действиях. Даже когда она изображает перед нами или перед самой собой святую невинность, в ее словах сквозит двуличие. Она ненавидит всех вокруг, но делает добрые поступки, чтобы получить от этого выгоду. Она постоянно выставляет себя жертвой и упивается своими страданиями, но делает это театрально и демонстративно, не забывая при этом излишне демонизировать всех, кто ей противостоит. Она позволяет себе выступать в роли судьи, решая, кому жить, а кому умереть, хотя не имеет никакого морального права на это.
И она даже не пытается придумать что-то, чтобы не приносить в жертву 7 человек, хотя решение на поверхности. Да, решение не идеально, и оно, возможно, не сработало бы, но оно хотя бы показывало бы стремление Клары спасти людей, а не просто пустить их на мясорубку. И решение такое: вместо того, чтобы взять 7 человек и осушить их просто до дна, можно было бы собрать вообще всех приближенных в городе и взять у них понемногу крови. Дело в том, что Клара же даже не знает, сколько именно крови необходимо для создания одной вакцины. И гипотетически она могла бы хотя бы предложить этот вариант тому же Гаруспику, и он бы ей должен был, например, тогда сказать, что, к сожалению, для создания одной вакцины крови необходимо слишком много, ну, например, литр, и даже если взять у каждого приближенного по литру, все равно они все умрут. Но даже это не было бы концом. Здесь можно было бы предположить, а вдруг можно создать аппарат по переливанию крови в кустарных условиях. И да, кстати, можно. Ну, не в плане, что в реальности, хотя не знаю, может, в реальности тоже можно, но в игре точно можно, потому что я не помню, за какого именно персонажа, по-моему, за Бураха как раз-таки. Был момент, когда умирающий человек из тех, которые напали на нас на станции в самом начале, истекал кровью, и Ласка сказала нам добыть крови, чтобы ему перелить. Тогда, конечно, сам Гаруспик удивился, потому что у них нет аппарата по переливанию крови, но там с помощью какой-то магии этого человека смогли поставить на ноги. То есть это возможно, но не суть даже. Допустим, все-таки невозможно. Но Клара могла бы хотя бы это предположить. Она могла бы предположить, что можно создать такой аппарат, и тогда план бы дополнялся тем фактором, что мы бы нашли по городу из обычных NPC тех людей, у которых группа крови совпадает с группой крови реципиентов. Мы бы с помощью своей магии Ахалай-Махалай поменяли бы их ДНК так, чтобы их кровь идеально соответствовала крови тех приближенных, которую мы пускаем на вакцины. Да, она была бы уже не волшебная, потому что у NPC не волшебная кровь, но никто не отменял резус-фактор, да, который абсолютно не волшебный. И мы бы выкачивали кровь из приближенных, и в это же самое время закачивали бы в них бы кровь от этих самых, от NPC. И таким образом мы могли бы поставить на поток создания вакцины. Болезнь через год мутирует, мы принесли в жертву уже 7 человек, через год у нас количество приближенных не увеличилось, мы должны еще 7 человек пустить на мясо, и таким образом приближенных у нас через пару-тройку лет вообще не останется. И что тогда делать дальше? Вот, то есть просто пусть бы хотя бы Клара это предположила, пусть бы бакалавр сказал ей, например, что ну невозможно создать аппарат по переливанию крови, или что кровь приближенных слишком уж сильно отличается от крови NPC, и что ну никак, вот просто хоть ты раскорячься, не получится. И тогда бы Клара со слезами на глазах, понимая, что нет другого выбора, уговаривала бы своих приближенных пойти на этот шаг. Но нет, вместо этого она даже не пытается, она абсолютно легко играет с чужими судьбами и не задается никакими вопросами, но вместе с тем злодеями продолжает считать 2 других персонажей. Но это все не важно, ведь в итоге именно Клара, именно эта лицемерная, демонстративная, играющая в бога, но изображающая жертву девочка действительно спасает город, сохраняя его таким, какой он всегда был, а также становится хозяйкой вместо Катерины. В моем прохождении вообще получилось иронично, потому что у меня в самом конце заболели как Мария Каина, так и Капелла, а лечилок у меня не было, чтобы их спасти. И получилось так, что Клара очень удобно осталась единственной хозяйкой в городе. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. Самым непонятным откровением здесь остается ответ на вопрос, а была ли девочка. С одной стороны, оказывается, что никакой злой сестры нет. Об этом Клара сама говорит нам в первый день, буквально задаваясь вопросом о том, зачем она выдумала сестру. Зачем я соврал? Зачем он спросил? С другой стороны, сестру она постоянно ищет, и это не игра на публику, потому что мысли о сестре мелькают у нее в дневнике или репликах, указанных в скобках, что, скорее всего, означает мысли, а не слова персонажа. Сначала игра дает нам, казалось бы, простой ответ на вопрос. Сестры не было, но как только Клара про нее сказала, как она появилась. Объясняет игра это тем, что Клара по своей сути не может лгать. Правда! Живите по правде!
Окей, но это не так работает, не должно работать. Таинственное существо из степи, альбинос, говорит Кларе, что раз она лгать не может, то любая ее ложь превращается в правду. Однако, если некто не может лгать, то он не должен иметь возможности даже открыть рот, чтобы спиздеть. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что было бы логичнее, если бы сестра изначально все-таки была. Просто Клара об этом забыла и подумала, что соврала, но на самом деле она просто припомнила правду. Однако эта идея противоречит той мысли, которую сама игра подает как верную, а именно той мысли, что Клара может любую ложь превратить в реальность. Именно на этом-то и строится финал самозванки. Именно благодаря этой способности она смогла сделать невозможное. Но зачем тогда нам говорить, что она не может лгать? Таким образом, у нас есть противоречия, которые никак нельзя свести к общему знаменателю. Сестру мы, кстати, даже встречаем, но это совершенно не доказывает того факта, что она существует, потому что возникает неприятное ощущение, что на самом деле с самозванкой встречаемся мы, как игрок, а не Клара, как персонаж. Как будто в тот момент, когда мы переступаем порог дома, Клара прячется там, гонимая всеми, а мы, как игрок или как ее божество, убеждаем ее уйти. А потом она выходит из дома, забывает об этом моменте и снова живет в идее того, что у нее есть какая-то сестра, которую она выдумала, но которая реальна. Я не такая. Я вот такая. К слову, если спасти всех приближенных, мы можем в конце игры получить секретный разговор а-ля с разработчиками, и они подтверждают, что не было никакой злой сестры-близнеца у Клары, и была только одна девочка, и что мы говорили в домах с ней именно как игрок. Но на самом деле это никак не спасает ситуацию. Вот этого совсем не понимаю. Почему же Клара не может лгать? Ну, во-первых, потому что она хозяйка, а эти мистические женщины, как утверждается, врать не могут. Хотя мне все еще непонятно, почему хозяек стало 3, вроде бы всегда было 2, и Катерина самоназванная, которая получала ложные пророчества. Впрочем, Катерина тоже своего рода самозванка. Возможно, их мир просто не может существовать без пиздобольства, поэтому такому явлению тоже нужна своя хозяйка. А вы знаете, кто я? Кто? Первый пиздобол на районе. Но важнее то, что, во-первых, Клара – порождение Земли, то есть, по сути, она та самая Шабнак из степных легенд, которую все ловили. Вот только обычно Земля создает уродцев типа альбиноса. Он говорит, что на Клару не хватило глины, поэтому она такая маленькая. Но я считаю, что Земля решила наконец-то вкладываться в качество, а не в количество, потому что альбинос мало походит на человека, а Шабнак должна, по идее, иметь возможность ходить среди людей. Будучи порождением Земли, Клара должна, по идее, знать все то, что знает Земля, но она никак это не демонстрирует. По идее, вся эта философия смирения должна идти от осознания того факта, что болезнь пришла из-за того, что Земля разозлилась на людей за дерзость и наказала их. Но сама Клара об этом не говорит, и почему-то это Катерина ей через крысиного пророка, который тоже является порождением Земли, передает эту информацию. Хотя, по идее, Клара, сама будучи порождением Земли, должна напрямую от Земли приказы получать. Ну, не знаю, может быть, у нее, конечно, какие-то проблемы со связью, поэтому приходится пользоваться посредниками. И чтобы выполнять план, пришлось развить в себе телепатические способности. И тут наступает еще один момент противоречий. Будучи порождением Земли, Клара, по идее, не должна апеллировать ни к какому богу, потому что все степняки и так верят в то, что Земля живая, не нужен никакой бог. Но вместе с тем в сценарии Клары почему-то есть эта божья помощь, которая ломает четвертую стену, если брать за аксиому тот факт, что бог — это игрок. И тогда философия смирения играет немножко дополнительными красками, потому что тогда получается, что Клара знает, что они все игрушки. Более того, она знает, что они игрушки в мире компьютерной игры, и тем самым своей философией она побуждает смириться перед волей игрока и сценарием разработчиков. Покайся! Покайся во грехе! Таким образом, идея Клары — это смирение в кубе. Это смирение перед силой Земли, смирение перед детьми, играющими в песочнице, и смирение перед игроком и сценарием разработчиков.
Слишком много идей в одном персонаже порождают отторжение при учете того, что сама Клара никак не объясняет свои мысли, и возникает желание спросить у нее, на чьей стороне она воюет и чего она вообще хочет. Получается так, что она хочет угодить абсолютно всем, но при этом собственного мнения как будто бы не имеет. Ей бы стоило выбрать одну какую-то сторону и придерживаться ее философии. Да, тема смирения актуальна для всех трех направлений, но если на секунду представить, что мир этой игры – это реальный мир, и существа там осознают себя как личности и имеют какие-то планы, чувства, то философия Клары – это форменное вредительство. Она убеждает всех отказаться от развития, амбиций, стремлений ради того, чтобы угодить кому-то другому. Жертвенность, не приводящая ни к чему. Потому что мы видели в сценариях других персонажей, что можно легко послать и землю, и власть, и сделать по-своему, и никакого конца света не будет. Да, нельзя просто так легко послать игрока и сценарий, который предусматривает все эти решения лучше любой судьбы, но у персонажей внутри игры должно оставаться впечатление, как будто бы это их собственный выбор. У персонажей внутри игры должна быть иллюзия свободы и выбора, а Клара хочет ее лишить, несмотря на то, что для Клары этот мир реален, она в нем живет, но она хочет превратить и себя, и других в болванки ради какой-то бессмысленной цели. Я заставлю весь мир узнать о прелестях деградации. Я не знаю, как относиться к Кларе как к персонажу. С одной стороны, такое большое количество несостыковок идеально отражает ее суть. С другой стороны, она как будто бы и не нужна. Да, за нее мы можем сохранить город неизменным, оставить его таким, какой он есть, но как будто бы... А смысл? Дали бы нам тогда за Клару больше поговорить с детишками, играющими в песочнице. Тогда, может быть, бы мы поняли, ради чего нам оставлять город неизменным. А вместо этого получается так, как будто бы Клара вовсе здесь лишняя. У нас и так есть прекрасных два персонажа с противоположным мировоззрением. И за бакалавра мы разрушаем город ради призрачной мечты, а за Гаруспика город сохраняем, и тот прекрасно существует без многогранника на самом деле. И также прекрасно сопоставляется то, что бакалавр у нас как будто бы является узником своей судьбы, и узнав правду, он сходит с ума. А Гаруспик по-настоящему свободный человек, потому что про судьбу он не знает ничего и знать не желает. Клара, по идее, должна представлять у нас вариант персонажа, который сам может выбирать свою судьбу. Но ведь по факту не может. У нас же нет возможности сделать выбор за чуму. Да, можно пофантазировать, что если мы каждый день сдаем нашу сестру кому-то из этих двоих, кварталы остаются зараженными навсегда. Но ведь в последний день чума отступает, и мы спокойно можем сделать выбор о том, чтобы спасти город. Ну или не спасти его, но у любого персонажа есть вариант ничего не делать, и тогда город полностью погибает. То есть это не сугубо отыгрыш за чуму. В итоге Клара в полной мере не играет ни как трикстер, ни как медиатор. Будучи трикстером, она могла бы обманывать самого игрока, являясь ненадежным рассказчиком. Она знает о существовании игрока, но может делать вид, что не знает. Иногда палясь, но не сильно. А мы бы не видели подвоха, ведь в игре все странно разговаривают. Да, частично такая механика реализована. Сестры-то ведь на самом деле нет, а мы как игрок не видим того, что видят другие персонажи, которые говорят, что якобы Клара к ним дважды заходила. Мы-то как игрок заходили только один раз. Но механика не докручена, потому что смысл трикстерства в том, чтобы реализовывать свои цели через обман нас. То есть, по идее, Клара должна была сыграть нами как слепым орудием, заставляя нас, игрока, уничтожать город, думая, будто мы его спасаем. Выполняя квесты за нее, мы должны быть уверены в том, что делаем доброе дело, а потом бы оказалось, что дело это злое. И тогда Клара вышла бы с нами на диалог и ткнула бы нас носом в наше высокомерие. Дескать, мы думали, как будто бы мы все можем, а она, игрушка, нас переиграла. Но нет, такого не было. Да, Клара реально хочет себе судьбу чудотворницы. И да, она как бы нам врет, но она вместе с тем врет и самой себе, и город-то в итоге она все равно спасает. Но и как медиатор она недостаточно играет. Ведь медиаторный персонаж должен был бы взять лучшее из сценариев двух других персонажей, помирить их, привести к общему знаменателю, и главное, она должна была бы дать нам ответы на большинство вопросов, оставленных за кадром.
А именно, как я сказала выше, она должна была дать нам четкий ответ, ради чего сохранять город, ну, помимо гуманистических соображений. Город – олицетворение утопии. Инквизитор считает утопию омерзительной, считает город чучелом, что город не должен был существовать, что чудо нельзя схватить в банку. Чума – отражение закона. Так почему чума по имени Клара решила взять себе другую судьбу? Почему ей, представительнице закона, вдруг перехотелось исполнять волю закона? Почему она не захотела уничтожить утопию? Но мы не получаем ответ на этот вопрос. А ведь утопия — это получается своего рода самообман, ведь город как территориальная единица продолжает прекрасно существовать и в сценарии Гаруспика. Чем существенно город с башней отличается от города без башни? Клара, по идее, должна знать ответ на этот вопрос, и этот ответ должен убедить игрока в том, что да, утопия не омерзительна, утопия не глупа, утопия имеет место быть и должна быть сохранена. Сомнительно, ну окей. Лично я так и не поняла сути всех тех дифирамбов, которые Каины пели городу, говоря о том, что он особенный, как и не поняла сути претензий инквизиторши, ну, кроме того, что у нее есть личные терки с властями. Кажется, что они все вкладывают в этот город значительно больше смысла, чем есть на самом деле. И мне кажется, что в этом смысле правее всех Гаруспик. Он просто спасает обычных людей, и ему плевать на неодушевленный предмет в виде башни. Похуй плюс похуй. И Клара, по идее, должна быть той золотой серединой. Она должна нам показать, что так-то Гаруспик тоже не очень прав, полностью игнорируя эту башню. Я так подумал. Ты охуел в край, сука ебаная. Она точно знает про детей в песочнице, и вполне возможно, что несмотря на то, что город прекрасно может существовать без башни, дети не могут существовать без этого города, а эта башня связывает детишек в песочнице с этим городком, и, возможно, Клара хочет помочь именно им, прекрасно осознавая, что всемогущие власти — это просто парочка несчастных детей, травмированных смертью близкого человека. Но если она хочет помочь им, то какой в этом смысл? Ну, разве что если предполагать, что она представительница закона, ну как закона природы, в более широком контексте, чем в городе. А фантазировать и мечтать для детей — это тоже естественно, тоже своего рода закон. Они через игру должны иметь возможность пережить свою травму, а уничтожение городка не даст возможности им справиться с обидой и болью. Возможно, Клара помогает им. В эфире передача «Скрытое-раскрытое», в которой я, Алина Вавилонская, раскрываю то, что было скрыто, и ставлю печать «Раскрыто». Я не говорю, что игра должна нам все разжевывать. Конечно же нет. В большинстве современных игр ужасно бесит то, насколько они прямолинейны. Они чуть ли сами не играют за игрока. И в море мне как раз таки нравится тот факт, что игра побуждает к таким размышлениям. Она заставляет задавать вопросы. Но хотелось бы еще и находить ответы на эти вопросы не только в своих домыслах, но и в самой игре, как это хорошо было сделано в сценариях Гаруспика и Бакалавра. Я уверена, каждый немного по-своему проинтерпретирует путь этих двоих, но у игры есть свое мнение. И да, с этим мнением можно быть даже и не согласным, то есть у нас получается эдакий диалог с игрой, и это здорово. Но в случае с Кларой получается так, что у нее как будто бы нет какой-то четкой мотивации. Мотивация должна быть, пусть она будет размыта, и пусть она будет спрятана в диалогах, но должна быть возможность путем размышлений прийти к какому-то четкому ответу, пусть хотя бы для себя самого. Но здесь же получается так, как будто бы Кларе напихали слишком много ролей, а ей самой это будто бы вовсе и не нужно. Тогда спрашивается, зачем она судьбу воровала? Была бы себе чумой и не выпендривалась. Вот я пересказала вам основную суть и каждый отдельный сценарий данной игры. Игра Морутопия наполнена метафорами, двойными смыслами, недосказанностями и сценарными дырами, что в результате очень причудливо перемешивается и создает атмосферу места, в которое хочется возвращаться. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Здесь
Здесь одновременно я ощущаю себя как дома и как на раскаленной плитке над пропастью с аллигаторами. И для меня эта игра именно про такое сочетание несочетаемого, что-то одновременно чуждое и пугающее, и обволакивающее знакомое и родное. Когда я первый раз играла сценарий за бакалавра, я вместе с ним ходила по городу и охреневала от всего, что происходит вокруг, и наблюдала за тем, как отлетает перелетная птица-кукуха. Уже позже, играя в сценарий Гаруспика, и еще позже, играя в ремейк, я ощущала себя им, человеком, который вернулся в родные пенаты и наблюдает за тем, как изменился родной город, а что-то осталось неизменным. И удивительным образом, играя за самозванку, я ощущала город чуждым и пугающим, и такой недавно еще родной и знакомый город переставал казаться таковым. Я ощущала фрустрацию точно так же, как и Клара. Господь Бог Иисус Христос! Что? Блять, я думала, меня сейчас убьют просто мгновенно. Блять! Господи боже, почему меня он каждый раз так пугает? Он просто... Он так Он появляется там, где его не ждешь. Я могу ограбить бакалавра. Или нет? О-хо-хо. О-хо-хо. А, блять! Сука, я не ожидала, что он там будет стоять, черт. Мне прям страшно. Да, это этот дом. А я могу как-то просто проползти по стелс? Здесь хочется сказать пару слов о ремейках. На момент записи этого видео у нас имеется только полноценное переосмысление сценария Гаруспика от 2019 года и 3 демо-версии за бакалавра. И сейчас готовится к выходу полноценное переосмысление сценария бакалавра. И я собираюсь петь этому всему дифирамбы, просто потому что я могу. И так как говорить приятные вещи в лицо я не умею, я никогда не оставляю комментарии в Стиме или в социальных сетях игр, я буду делать это в крысу и просто вам расскажу, что именно мне понравилось, в общих чертах, без углубления в подробности, потому что подробности вы можете посмотреть в моем прохождении. Была проделана колоссальная работа со стороны разработчиков. Это требует своего рода смелости. Ремейки полюбившихся игр часто воспринимаются аудиторией настороженно, да и не каждый захочет играть в то, что, как ему кажется, он уже и так знает. Задача перед разработчиками стояла грандиозная. Во-первых, надо было обновить сюжет и подачу так, чтобы это было ново и интересно. Во-вторых, надо было оставить все так, как было, чтобы фанаты не закидали какашками. Оригинальная Мор Утопия была хороша в свое время. В 2005 году, и даже когда я смотрела ее в детстве, она воспринималась отлично. Нормально говорю, Григорий. Отлично, Константин. И сейчас в моем пересказе вам, наверное, видно, что в оригинальной игре хватает несостыковок и косяков. Но тогда, давным-давно, игра воспринималась хорошо, и спустя время изменчивая память попросту какие-то моменты сценария поменяла, чтобы он выглядел несколько логичнее. Сейчас, переигрывая все это, прекрасно видно, в каких местах мозг предпочел внести изменения, чтобы прикрыть огрехи. Думаю, сами разработчики тоже это прекрасно видели, но они решили не оставлять игру в прошлом, а показать ее по-новому, и решили сделать это качественно, потому что, видимо, данный проект был им самим дорог, видимо, они сами смотрели на него и видели упущенные возможности, видели, как можно было бы сделать лучше. И они рискнули. Рискнули как минимум дважды, потому что переделали 2 сценария, а в будущем им предстоит сделать еще и 3-й. И они не остановились на том, чтобы просто обновить графику и подправить сюжет. Они сами себе поставили челлендж и постарались сделать так, чтобы за каждого персонажа была своя уникальная механика, отражающая взгляд и философию каждого персонажа. По сути, им надо было сделать не просто 3 сценария, а 3 разных игры, потому что только так можно не просто удержать старую аудиторию на чувстве ностальгии, но и привлечь новую, а для этого каждая отдельная игра должна иметь свои особенности и цеплять заново.
А иначе как убедить людей, по сути, посмотреть на ту же самую историю? Возможно, именно поэтому было решено первым ремейком сделать именно Гаруспика, несмотря на то, что своя логика есть в том, чтобы начинать с бакалавра. Будучи чужаком в этом городе, ему логичнее задавать глупые вопросы относительно местного быта и охреневать со всего происходящего вокруг безумия, тогда как Гаруспик, казалось бы, со всем этим уже знаком. Но с другой стороны, Гаруспик возвращается в родной город, и мы, игроки, которые играли в оригинал, точно так же возвращаемся вместе с ним в родное место. К тому же за этого персонажа логичнее всего оставить все старые механики, полюбившиеся игрокам. То есть этот сценарий больше всего похож на чистый ремейк. Мое любимое ковыряние по мусоркам и бартер с детьми всяким барахлом здесь остается. Беготня туда-сюда, которая не всем нравилась в первой части, тут осталась, и мне она кажется логичной для данного персонажа. Бурах человек простой, он делает штуки руками и ходит туда-сюда ногами. Интересно также, что в ремейке сделали большой упор на специфику культуры городка. Здесь у нас местное коренное население сосуществует с чужеродными условными захватчиками. Не то чтобы город брали силой, просто очевидно есть какая-то большая страна, которая установила свое влияние в этом регионе, подавив культуру местного населения. И в качестве репрезентации культуры местного населения была взята бурятская культура. По крайней мере, местные жители периодически говорят на бурятском языке или вставляют какие-то словечки из этого языка. Кстати, мне потом стало так интересно, я даже нашла пару словарей, какие-то буквари, уроки для начинающих по бурятскому языку, посмотрела их, ни черта не поняла и не запомнила, но было очень интересно. Косвенно в игре поднимается вопрос вымирания языков, что имеет место быть в реальной жизни, и не только с бурятским языком, но и с другими языками малых народов, и не только в России, но и по всему миру. К сожалению, влияние больших стран слишком велико, и даже без намеренной экспансии происходит угнетение языков более малых территориальных образований. Кстати, есть интересное видео по этому поводу на канале «Филолог всея Руси», если интересно, можете с ним ознакомиться. Сюжет здесь также меняли не слишком сильно, но сильнее, чем мне помнилось. Некоторые моменты поменяли и лучше сочетали между собой. Причем сделали это так осторожно, что, играя в ремейк, я была уверена, что в оригинале было так же. Но потом, переиграв в оригинал, я поняла, что было не совсем так или совсем не так. Основная идея прежняя, но ее подача и отдельные мелочи другие. Очень сильно скорректировали элемент выживания. Теперь и правда очень сложно планировать свой день. Голод становится главным противником и ставит перед тобой моральные дилеммы. Я ради масла с хлебом готова на все. Я даже готова на воровство, лишь бы хлеб с маслом. А за усталостью надо постоянно следить одним глазом и, скрипя сердце, ложиться спать, даже если ты понимаешь, что это чревато последствиями. Вдруг завтра бой, а я уставший. Все эти потребности и сложности разработчики вплели в нарратив, тем самым делая город полноценным персонажем со своим характером. Суческим, надо сказать, но характером. На фоне этого и Чума стала полноценным членом нарратива. Она много с нами говорит, транслирует свою философию, и мы буквально боремся с ней. Но палки в колеса ставит нам не только она, но и город, который в какой-то мере Чуму и породил. Ты действительно ощущаешь, что каждую маленькую победу в битве тебе надо вырывать зубами и когтями. И оттого так горько, когда все усилия разбиваются в щен, потому что Чума в рот ебала играть по правилам. Спасая каждого несчастного жителя в городе, ты прикипаешь к нему душой, а потом не можешь отпустить, когда тот умирает, несмотря на все твои старания. Игра наказывает тебя за каждую ошибку, и от этого хочется выть. Но мне ведь и так сложно, куда еще сложнее. Будь мне не сложно, я бы, наверное, не умирала так часто. И потом игра же притворно тебе сочувствует устами самой смерти, говоря: бедненький, ты ж, наверное, так устал. Тебя же здесь во все щели ебут. Давай я тебе помогу, давай подкину тебе немного бафов, будешь жить как белый человек, но будут последствия. Да, я пидорас, так уж вышло, что теперь делать? Из-за этой особенности игры, думаю, не каждый захочет в нее играть, но если себя пересилить, то ты поймешь, насколько данный подход гениален.
Сложность — это персонаж игры, и его нельзя просто так вычеркнуть. Ну, вернее, можно, конечно, но тогда и уровень погружения будет не такой. И благодаря такому жесткому погружению в игру лучше получается прочувствовать Гаруспика как персонажа. И если проникнуться тем, как мыслит Гаруспик, можно и правда ощутить свободу, которой на самом деле у тебя нет. Ведь только его выбор напрочь лишен моральных дилемм. Но чтобы так счесть, нужно стать им. Тем человеком, который не знает всей подоплеки города, который знает только тот ограниченный кусок реальности, который ему доступен. Он не знает, какие последствия на самом деле могут быть у его выбора, потому что он не знает того, что знают бакалавр и самозванка. Но мы-то знаем, и это знание могло бы помешать нам принять то решение, которое хочет принять Гаруспик. Но благодаря тому, что ремейк сделан так, как сделан, благодаря тому, что ты по-настоящему начинаешь ценить и любить всех жителей города, ты принимаешь решение, которое должен принять, и чувствуешь себя так, как будто поступил невероятно правильно, и другого варианта попросту нет. Хотя он есть, и, как мне сказали в комментариях, он считается каноном, но там такой мрак, что, если честно, лично для себя я считаю это каноном для самозванки. За бакалавра на данный момент нет возможности посмотреть сюжет целиком, но по прологу уже видно, как сильно поменяли геймплей. Шкала потребностей сменилась на шкалу ментального здоровья, а перемещения по городу стали похожи на построение логистических маршрутов. Вроде как массовых убийств за этого персонажа не намечается, что приятно, потому что ему наконец-то подвезли принципы, соответствующие его профессии. А также подвезли работу, удивительно тоже соответствующую его профессии. В качестве важной части игры у нас появилась игра в больницу, где нам дадут возможность доказать, что диплом врача мы не в переходе приобрели на сдачу с покупки семечек. Я уже стою первой на операцию. Почки пересаживал. Тогда такой операции еще даже не было, а я делал... Судя по всему, у персонажа еще и арка появляется. Постепенно из самовлюбленного пижона, думающего только о себе, бакалавр будет превращаться в нормального человека, понимая, как сильно особенности его характера испоганили ему жизнь. В целом, мне видится так, что разработчики сделали центральной темой игры не просто борьбу с чумой, как это было в первой части, а поиск ответа на вопрос, как же преодолевается человеческая смерть. И в первом ремейке, в первом переосмыслении за Гаруспика ответом является метафора моста через бесконечную пропасть. Этот мост строится внахлёст и так дальше, дальше и дальше. И таким образом преодолевается смерть. Не для конкретного человека, но для человечества в целом. В жизни это выражается в понятии, например, семьи, в детях. И поэтому очень важный момент, очень важный вопрос, который часто мелькает в сценарии Гаруспика, это то, почему же дети наследуют своим родителям. И также это выражается в игре через слом четвертой стены, через театр. Каждый раз, когда мы умираем, вместо нас выходит как бы другой актер продолжать играть эту пьесу с места, на котором остановился предыдущий. Для нас, как для игрока, все выглядит плавно и непрерывно, но в какой-то момент в конце мы встречаемся с другим актером, который параллельно играет нашу же роль. Ну ёб твою мать, братан, это ебучий кринж, съебал со сцены, сука. Что конкретно будет за бакалавра, пока что загадка. Но если философия Каиных остается прежней, то ответ на вопрос о преодолении смерти должен состоять из двух частей. Во-первых, должно быть изменение отношения к смерти, а во-вторых, ответ должен заключаться в понятии памяти. То, как другие люди запомнят тебя, твои изобретения, искусство, творчество, твои слова, все это будет оставаться в памяти людей, в памяти человечества, в памяти потомков, и таким образом человек будет метафорически продолжать жить. Что же будет в сценарии за самозванку, еще сложнее представить, но я думаю, что там должна быть какая-то двойственная идея, потому что, с одной стороны, философия самозванки должна пересекаться с философией чумы,
которая говорит что-то вроде «выживает сильнейший», и если ты слабак, то ты умираешь, а если не слабак, то станешь сверхчеловеком, разовьешься, но это будет через боль и через преодоление. Но с другой стороны, философия самозванки должна отличаться от философии чумы, потому что они вроде бы как антагонисты. И пока что мне в голову не приходит, какая может быть философия у самозванки, но я думаю, что в сценарии «За бакалавра» мы, возможно, чаще будем взаимодействовать с этой девочкой и в ее словах косвенно уловим идею, которая будет заложена в следующем ремейке. Было бы славно. И именно этот поиск ответа на вопрос о преодолении смерти делает каждый из 3 сценариев уникальным. И именно поэтому я считаю, что нужно будет проходить все части ремейка, чтобы собрать картинку целиком, потому что это 3 абсолютно разные ответа на один и тот же вопрос. И именно поэтому нужно прожить все те сложности, которые предлагает игра, ну, настолько, насколько будет у тебя это получаться, потому что именно в процессе преодоления этих трудностей, в процессе того, как ты смотришь глазами персонажа на происходящие вокруг события, позволит лично тебе, как игроку, найти свой собственный ответ на вопрос о том, как же преодолевается смерть. А ведь смерть — это то, что пугает очень многих из нас. В конце концов, смерть не самое худшее в этой жизни. Если вам приходилось целый вечер выслушивать страхового агента, вы меня прекрасно понимаете. Параллельно с этим сама смерть и режиссер будут разговаривать с нами, внося немного ясности или напуская тени на плетень по данному вопросу. Режиссер вообще крайне интересная личность. В первой части у него практически не было никакого влияния. Он не давал квестов, и с ним даже поговорить особенно было нельзя. Театр играет небольшую роль, как я говорила в начале, роль клиффхенгеров. Постановки просто рассказывали нам о том, что грядет в будущем. Во второй части, не знаю, может и в третьей тоже, театр становится своего рода вещью в себе. Он существует как театр внутри города, но также и вокруг города, потому что события игры, как и постановки на сцене, тоже являются своего рода иммерсивным театром, в котором актеры не знают, что они актеры. Режиссер напрямую говорит с игроком, поэтому персонаж не понимает, какого хрена происходит, потому что на самом деле говорят не с ним, а с нами. Режиссер сильно ломает 4-ю стену, втягивая тебя тем самым в гущу событий. Ведь мы прекрасно понимаем, что просто играем в игру, и общаясь с режиссером, мы как будто отдаляемся от происходящего и смотрим на это со стороны. Но стоит нам выйти из театра и вновь оказаться на улицах города, как мы по-настоящему втягиваемся в происходящее, начинаем переживать так, как будто забываем, что мы лишь игрок, а событие лишь игра. Так и наш герой как будто бы забывает, что он актер, играющий на сцене театра. Подробный анализ лора или мифологии игры я не рискну проводить. Во-первых, я уже видела такие видео на ютубе и сомневаюсь, что я справлюсь лучше, потому что я не профессионал в этом деле, и мифология не является основной моей сферой интересов. А также мне кажется, что если начать препарировать эту игру слишком тщательно, то она потеряет свою притягательность и свой какой-то мистицизм. Однако есть у меня идея, что я могла бы разобрать. А именно, я могла бы разобрать психологию детишек, играющих в песочнице. Там, конечно, все довольно очевидно и на поверхности, хотя некоторые моменты друг с другом входят в противоречие. Возможно, было бы интересно с точки зрения психологии это разобрать. Проблема только в том, что, скорее всего, я не успею к тому моменту, как выйдет сценарий «За бакалавра», и, скорее всего, в ремейке будет много новой информации, и вообще другой подход, скорее всего, будет, если вообще оставят всю эту тему с детишками и всем таким. Вот. Я не знаю, у меня есть определенные заметки на пару страничек. Может быть, коротенькое видео имеет смысл выпустить, но я не знаю, успею ли я к выходу, до выхода сценария бакалавра, когда это уже станет не актуально. С другой стороны, когда меня вообще волновала актуальность. Я делаю, блядь, обзор на игру 2005 года, какая нахуй актуальность? На этом я буду постепенно завершать и предложу вам поделиться в комментариях своим мнением про эту игру, что вас впечатлило, что понравилось, что не понравилось. Вот, в общем, делитесь всеми своими мыслями, и чтобы еще подать идею, какой мыслью можно поделиться, у меня есть вопрос.
насколько серьезные изменения были внесены в сценарий оригинальный первой Морутопии, когда она переехала в Steam. Потому что в Steam она переехала в 2011 году, а оригинальная игра 2005 года. И в версии 2011 года были исправлены текстуры на чуть более высокие, и, я так понимаю, там же были придуманы быстрые сохранения, которых не было в оригинальной игре. И вместе с этим так получилось, что я саму себя закибербулила и загазлайтила, потому что я была уверена в существовании некоторых моментов, я их ждала, а потом их в игре не было, когда я сейчас для этого обзора переигрывала все 3 сценария. Тебе показалось? Этого не было. Этого не было. Тебе показалось. Вот, например, важный вопрос. Может, кто-то из вас сможет на него ответить, потому что мне, как обычно, лень гуглить. Каждый раз, когда я вспоминаю об этой идее, мне не актуально гуглить, а потом я забываю и не гуглю. Поэтому, может, кто-то из вас знает просто ответ на этот вопрос. Загадка бара-дублера «Разбитого сердца». У нас буквально в том же районе, где стоит бар Стаматина «Разбитое сердце», чуть дальше, на соседней улице, есть точно такое же здание, с точно такой же вывеской, как у «Разбитого сердца», и с этим баром никак нельзя взаимодействовать, нельзя взломать дверь, ни по какому сюжету мы туда не попадаем, хотя я была уверена, что в одном из сценариев, либо за Гаруспика, либо за Самозванку, мы туда попадаем, и что в этом баре происходят какие-то подпольные делишки, и что мы в них как-то участвуем. Но этого не было. Но я это очень хорошо помню. И мне просто интересно, это я выдумала сама и поверила в это или нет. Второй момент. Я была точно уверена, что самоубийство Евы нам было показано. Я хорошо помню синематик, как она падает с балюстрады. Но сейчас, при переигрывании, я специально в день ее пропажи несколько раз заходила в собор, поднималась на самый верх под крышу, и ее не было. Но я точно помню, что этот момент был, и что он меня впечатлил. Я не могу поверить в то, что я выдумала это сама. Я могла выдумать это сама, но почему я в это так глубоко поверила? Что, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз. Но, может быть, просто часть какого-то контента была вырезана, или что-то просто было утрачено, или я просто что-то не нашла. Вот, но у меня немножко ломался мозг, потому что эти моменты я ждала. Был еще момент, который я ждала, но тут я поняла, что это я сама придумала. Я была уверена, что в сценарии за Самозванку будет момент, когда Гаруспик и Бакалавр чуть ли не стреляются, что у них чуть ли не дуэль, и мы должны успеть быстро до них добежать и разнять их. Но потом в сценарии за Самозванку я поняла, что у нас просто есть куча однотипных, просто одинаковых вот этих квестов, где мы ходим и предупреждаем каждого персонажа о том, что другой персонаж за ним охотится. И, наверное, я просто уже тогда в детстве подумала, что это какая-то лажа, и придумала один большой квест про это все у себя в голове. Но какое-то время я действительно ждала, пока играла, что вот-вот, был же момент, они же там, ну у них же дуэль будет, разве нет? И нет, дуэли не было. Вот, но я ее ждала, но тут я как бы поняла, что это я сама себя загазлайтила, а в 2 других ситуациях я прям точно уверена, что это было. Хотя у меня точно такая же уверенная мысль есть, что с баром я уже гуглила, и что это просто баг, ну что типа просто забыли убрать с карты еще одну модельку бара, но почему-то в эту мысль я верю гораздо меньше, чем в то, что там был какой-то мистический квест, который пропал. В общем, таких моментов было несколько, я уже все не припомню, но они периодически возникали, и мне просто интересно, это я дурак или лыжи не едут. И, кстати, вспомнила в конце, когда уже закончила записывать, сценами была точно какая-то херня. Я точно помню, я, блядь, не сумасшедшая, я точно помню, что цены не только от дня ко дню менялись, но они в каждом магазине были разные. Ну, я не знаю, но я точно помню, как в детстве, ну, когда я играла сама, я почему-то предпочитала затариваться только в конкретных магазинах, и мне почему-то в моих воспоминаниях есть
ощущение того, что вот в каком-то магазине дешевле обычно, что даже 2 магазина, в которых обычно дешевле. Но сейчас, когда я играла, все цены везде были одинаковые, они просто менялись от дня ко дню. В общем, если знаете ответы на этот и другие интереснейшие вопросы из передачи «Загадка дыры», то напишите, пожалуйста, в комментариях. Или, может быть, если у вас был такой элемент самогазлайтинга, когда вы тоже что-то помнили, а этого не было, тоже напишите об этом, будет интересно почитать. Теперь точно завершаю. На этом у меня все. Увидимся когда-нибудь.